Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, слышно ли вообще, есть ли звук. Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, есть ли звук, слышно ли меня, есть ли картинка, видно ли меня. У меня. Оп-оп-оп, сейчас я отключу. У меня. Оп-оп-оп, сейчас я отключу. Слышно? Да, отлично. Привет, всем привет. Как я рада вас видеть. Так, сейчас я посмотрю, У меня. как сделать так, чтобы видеть чат. Сейчас, минуточку. Здесь где-нибудь звук можно отключить? Не знаю. Если кто-то вдруг знает, напомните мне, чтобы я сохранила эфир, потому что я не знаю, как его сохранять. Наверное, когда он завершается, нужно нажать на какую-то кнопочку. Всем привет. Оп-оп-оп, щас. Пытаюсь сейчас настрою видео, посмотреть чат. Как-то его можно, наверное, сделать так, чтобы без звука видно было. Очень бы хотелось сделать. Доброго вечера всем! Привет из Краснодара! Добрый вечер, добрый вечер! Из Самары, из Уфы, из Москвы, Новодвинск, Сочи, Подмосковье, Нижегородская область, привет! Украина, привет! Саров, привет! Казань, добрый вечер! Нижнекамск. Всем привет! Ну, я рада, что меня слышно. Я рада, что меня видно. Я, пожалуй, начну. Хотела на другом телефоне вас читать, но, наверное, придется на этом, потому что здесь у меня звук перебивает. Так. Ну что, я рада, что мы все здесь сегодня собрались. 684 человека в эфире. Ого! 720 уже. О, боже мой. Вот это да! Я не ожидала. Я рада всех вас видеть. Безумно счастлива, что вы подписались на мой канал, что вы разделяете мои ценности, то, что дорого моему сердцу. Я очень рада. Немного расскажу о себе для тех, кто будет смотреть этот эфир в записи. Пока я буду рассказывать о себе, вы можете как раз уже начинать писать вопросы. Вас здесь 800 человек. Я, конечно, не уверена, что все вопросы смогу прочитать, но тот, куда у меня упадет глаз, на который вопрос, значит, это ваша судьба, я отвечу. Нижний Новгород, здравствуй, да. Здравствуй, Нижний. Вот, и сейчас расскажу немного о себе, да, чтобы те, кто будут смотреть в записи этот эфир, хотя бы понимали, кто я, что я, откуда я. Значит, представлюсь, меня зовут Наталья. 3 месяца назад я купила домик в деревне в Нижегородской области и уехала в него жить на ПМЖ. Где-то около 2 месяцев мне потребовалось, чтобы перевести все вещи только. На текущий момент я работаю контент-менеджером. График работы у меня такой, что ну, это как обычная пятидневка с 9 до 6 мы работаем, суббота, воскресенье, выходной. Чтобы вы понимали, работы в таком режиме у меня совсем немного времени на то, чтобы
обустраивать дом и на то, чтобы облагораживать участок. Но тем не менее, я счастлива, что я здесь, что у меня мечта моя сбылась. Вот. Боже, вас уже 1000 человек с лишним. Кошмар какой-то. Неожиданно для меня, конечно, свалилась вот эта вот известность. Я совсем не думала, что так произойдет. Я какое-то время вела свой Яндекс.Дзен канал, я туда выгружала свои видео, где делилась атмосферой, уютом, тем теплом, теми эмоциями, которые мне удалось пережить при переезде сюда. Вот. И в какой-то момент я подумала, а почему бы мне не загрузить вот все вот эти видео на YouTube. И, и вот, и вот, и вот теперь я с вами. И совершенно неожиданно так случилось. Вот, на чем я остановилась, да, кем я работаю, я уже рассказала, что происходит, я рассказала, да. Какие мои дальнейшие планы на проживание в этом доме? Я, конечно же, хочу максимально все благоустроить, максимально комфортно для себя, скажем, и чтобы, я хочу реставрировать этот дом, да, под более современный, скажем так, но оставить эффект, скажем так, аутентичности вот этого дома. Вот, облагородить участок. И, конечно же, работы, как вы понимаете, мне предстоит очень много. И я совсем одна, ну как одна, со мной 3 кошки, простите, 6 уже котов. Буся родила тройню. Вот, ну, мы всемиром, я думаю, справимся с котами, да. Вот, я сейчас буду отвечать на самые ваши популярные вопросы, которые вы писали в комментариях под моими видео. И я на них отвечу, да, потому что я намеренно их игнорировала, потому что это достаточно такие острые вопросы. И здесь я хочу озвучить, да, осветить, чтобы у вас возникло понимание, почему я на них не отвечаю. Я думаю, что мы все люди взрослые, друг друга поймем. Так, значит, вы пока пишете вопросы, вы можете, да, вот сидеть сейчас меня слушать, можете писать параллельно. Ну, я не обещаю вам, что я прочитаю, потому что у вас уже 1300 человек здесь. Ну, что смогу, то и прочитаю. Так вот, самый популярный вопрос был, где я купила дом. Как называется деревня, где эта улица, где этот дом. Мы в гости к вам придем прямо сейчас, вот прям. Я вот на этот вопрос хочу ответить так. Смотрите, когда моя аудитория была достаточно маленькая на Яндекс.Дзене, там у меня было всего лишь 300 подписчиков, не так было страшно озвучить мое местоположение, да. Но сейчас я вижу уже у меня на видеоканале 13 000 человек с лишним. И я вижу, что канал активно растет. В день где-то подписывается около 1000 человек. Я даже не понимаю, почему так происходит, почему YouTube-канал активно выдает в рекомендациях мое видео. Я не давала никакой рекламы, я ничего не делала, я просто выгружала видео, которые у меня находятся на Яндекс.Дзене. Вот. И поскольку у вас 13 000 человек, да, мне немножко страшновато. Почему? Потому что я вижу, что в комментариях есть достаточно неадекватные люди. Вы уж простите меня, говорю так, как есть. И если я буду во всеуслышание озвучивать свой адрес, ну, как бы это небезопасно для меня. Я думаю, вы меня поймете и не будете обижаться на меня за то, что
я не озвучиваю, как называется деревня, где это находится, да. В общем-то, это Нижегородская область, на этом, я думаю, достаточно. То, что вы узнаете конкретно название села и так далее, это вам ничего не даст. Вот. Нет необходимости в этом, я думаю, такой острой. А еще хочу сказать для тех людей, которые следопыты, скажем так, выследили, уже знают, как называется моя деревня, где я нахожусь и так далее. Я думаю, что мы все люди взрослые, вы все понимаете, что разглашение личной информации – это уголовно наказуемое дело. Вот. И в случае каких-то эксцессов я буду обращаться в полицию. Я знаю, откуда ноги растут, да, я знаю, кто начал, скажем так, распространять информацию о моем местонахождении. И я знаю, куда обратиться. Вот, это первое. Думаю, что вопрос о том, где я нахожусь, у вас уже не стоит, да? Вот, Нижегородская область прекрасна, она большая, куда ни загляни, очень красиво. Я была и в северной части области, и в южной, везде очень красиво. Приезжайте к нам в гости, если хотите, посмотрите. Вот, второй вопрос, какой там был самый популярный. Сейчас, минуточку, я здесь себе записала где-то. Сейчас, one moment, please. Так, я, по-моему, куда-то дела этот список. А напомните мне, пожалуйста, какой самый популярный еще один вопрос был? Сейчас я почитаю у вас. Так. Не говорите адрес, не надо. Привет из Эстонии. Ну да, я думаю, вы меня понимаете, да, потому что очень много неадекватных людей. Я также хочу обратиться к людям, которые односельчане, скажем так, мои. Прошу вас, пожалуйста, не пишите в комментариях, кто где находится и как что называется. Я думаю, вы меня поймете, как YouTube-блогером. Потому что известность, она такая штука, две стороны одной медали у нее. Вот, и я вам буду очень благодарна, если вы меня поймете. И не будете писать на каждый комментарий ответ, где я нахожусь и что. А где Буська? Буська лежит вот за стеночкой на кровати вместе с котятками в манеже, кормит их. Так, вот второй вопрос. Да, самый популярный вопрос второй был, а цена дома какая? Вот смотрите, какая интересная история. Я когда выбирала дом, я, значит, где-то около полугода выбирала дом, да, я мониторила объявления на Авито, и периодически мне попадались объекты, которые мне нравились. Я отмечала их в избранное, складывала, да. И смотрите, что я наблюдала. Я видела, что в течение какого-то времени стоимость дома либо падала, либо росла. То есть постоянно цена вот так вот скакала, понимаете, на один и тот же объект. Вот в течение полгода я искала, да. И пока вот я наблюдала, то ниже, то выше, то ниже, то выше. Вот, ну как, я это говорю к тому, что если я сейчас просто озвучу цену, ведь все люди, каждый примеряет эту цену на себя, да. Для кого-то это слишком дорого, а для кого-то это даже очень дешево. И каждый выносит какое-то свое суждение, исходя из этого, да. И при обсуждении каких-то финансовых вопросов всегда возникают какие-то споры, несогласия, конфликты. Поэтому я намеренно не отвечала на этот вопрос, потому что обязательно будет выяснение отношений, да, там то да сё, это кто прав, кто виноват.
где дорого, где дешево, что почем и так далее. Вот, поэтому, знаете, ну, обсуждение финансов, обсуждение личных каких-то моментов, да, это моветон. Вы все люди образованные, я думаю, и все понимаете, да. Поэтому я намеренно не озвучиваю цену не потому, что я такая вредная, да, не хочу говорить, а потому что, во-первых, этот дом уже мой, да, и какую бы цену я ни назвала, вы его уже не купите, да, это вам никак не поможет. Но относительно того, что вы хотите там прицениться, приглядеться, а где, что, почем, да, вы можете просто зайти на Авито и промониторить цены на дома в Нижегородской области, да, то есть составить свое какое-то мнение уже объективно, не по одному объекту, который вот мой, да, дом, а объективно взять выборку домов, среднюю сумму вывести. И вот, пожалуйста, вы узнаете цену, если это для вас так важно при выборе дома, да. Вот. Я думаю, что вы меня поняли. Насчет стоимости дома напишите, пожалуйста, вы поняли меня насчет стоимости дома? Почему я не озвучиваю цену? Так. Вот кто-то пишет, обещали ответы, ни одного ответа. Так вот, я сижу, отвечаю, а то, что вам эти ответы не нравятся, это, ну, это уже другой вопрос, да? Ага. Так, да, вот пишут, предлагаю не считать чужие деньги и не навязывать свои советы. Дом стоит денег, сколько столько, сколько она его выиграла или захватила. Ну, в общем, вот. Я думаю, ну, это такие, знаете, вопросы из серии где, чё почем, ну, такое, знаете, поверхностное что-то. Гораздо, наверное, было бы вам интереснее узнать, как я выбирала дом, что я смотрела, на что обращала внимание, мне кажется. Хотя в комментариях я вижу совершенно другое. Так. Так, и вот, еще один популярный вопрос: сколько мне лет? Смотрите, на этот вопрос я отвечу в конце этого эфира, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Так, я думаю, всем, кому уже не интересно, идут ложиться спать, а мы продолжим, да? Итак, давайте сейчас я вот буду читать, чат, да, и отвечать уже, ну, на действительно интересные вопросы, которые очень полезные будут для вас, потому что я вижу, что вы так или иначе либо планируете купить дом, либо мечтаете о доме, да, либо уже купили дом, облагораживаете свой дом и участок. Вот, давайте задавайте вопросы, я сейчас буду читать. Все ваши вопросы до этого я не могла читать, поскольку я рассказывала о себе. И вот сейчас я их буду читать. У меня были вопросы про выбор дома. Вот, Екатерина, напишите, пожалуйста, какие вопросы про выбор дома. Пишите. Лихо расправляйтесь с хейтом. Ну да, мы уже научены. Огород будете сажать? Да, буду сажать, конечно же. У меня уже целый список того, что я планирую посадить весной. Значит, смотрите, я хочу сделать высокие грядки. Это очень удобно. Я посмотрела, как сажают другие люди, да, делают высокие грядки, там минимум ухода за ними и максимум пользы, скажем так. А еще кто-то мне в комментариях, огромная благодарность этому мужчине, к сожалению, не запомнила имени, значит, он скинул информацию о том, что есть такое соломенное земледелие. Суть в том, что на землю выкладывается мокрый картон, сверху покрывается все это соломой,
И сажается в солому все культуры, в том числе вот картошку я хочу так посадить на будущий год, попробовать вот именно такое природное земледелие, да, когда не нужно перекапывать что-то, затрачивать максимум усилий на то, чтобы полоть сорняки там и так далее. Это вот вообще идеально, гениальная вещь, когда люди такое придумывают, да, вот в садоводстве, в обработке земли. Мне очень понравилось, я буду пробовать на будущий год. Хочу посадить кукурузу, конечно, огурцы, помидоры, как же без них. Дыньку, наверное, посажу обязательно, попробую арбуз посадить. Обязательно посажу клубнику, мяту, мелиссу. Что там еще планировала? Может быть, даже какие-то плодовые деревья. Грецкий орех хочу посадить, черешню, шелковицу хочу посадить. Все, что росло в саду моей бабушки, конечно, хочу посадить. У меня на участке сейчас очень много груш и яблонь, да. По-моему, где-то есть сливы и немного вишни. Черешню, кстати, тоже хочу посадить. Кстати, кто из Нижегородской области, можете мне написать в личку, если у вас есть саженцы вот этих плодовых деревьев, я с удовольствием могу даже купить у вас их. Вот следующий вопрос. Куча вопросов написали. Пишите заново, потому что очень много вас я не успеваю читать. Что вы будете переделывать в доме? Значит, смотрите, что я буду переделывать. Ну, здесь я вызывала, скажем так, я брала консультацию, да, когда я сюда приехала. Во-первых, чем я занялась? Сейчас я расскажу, что я уже сделала, поскольку видео я не все озвучила, хотя я там что-то, какие-то моменты озвучивала, но вы почему-то так смотрите видео выборочно как-то. Что-то вы, ну, слышите, а что-то пропускаете. Ну, в общем, смотрите, что я уже сделала. Первое, что я сделала, я вызвала электрика, он мне всю проводку здесь, ну, посмотрел, починил, сделал все розетки, все выключатели, все посмотрел, чтобы было безопасно. Сделал мне щиток, кстати, огромная ему благодарность. Вот. Кому, кстати, нужен электрик очень хороший, прям огромный, такой классный электрик, огромный благодарность ему за то, что он помог мне. Вот. Я могу поделиться контактами, да. Мастер своего дела человек. Так, второе, что я сделала, что я там почистила у печей трубы, да, я вызывала трубочиста, и он почистил трубы, потому что было опасно их топить. Благо мне предыдущий хозяин этого дома сказал, что они загрязнены. И слава богу, вот, мне их почистили. Потом сейчас я буду вспоминать, да, я успела покосить, несмотря на то, что вы там пишете, покосить бы надо. Я очень много выкосила, честно. Я заехала, скажем так, в середине июля где-то, да, я приехала, я начала потихоньку ездить, сначала по выходным, потом уже на неделю, на две оставалась. Я потихоньку косила, и выкосила я достаточно много, настолько, что у меня даже локоть не разгибался, вы не поверите. Я потом в бане парилась и лечила свой локоть. Потом прошел месяц, и эта трава еще больше вымахала. Дело в том, что мой участок находится в низине, скажем так. Здесь холмистая местность, и в низине здесь больше, скажем так, туманности, влажности, и здесь все растет, знаете, вот как на дрожжах просто. И трава, она за месяц где-то, там есть видео, где я снимаю, да, там мне трава где-то вот по икру где-то вот. Это та трава, которую я уже косила. Вы не думайте, что я вообще что-то там ничего не косила. Вот, я косила, да. Потом я что сделала? Вывезла всю старую мебель отсюда. Я заказывала вывоз крупногабаритного мусора. Здесь была старая мебель с гнилыми матрасами, с
с проедами молью, вот эти все, ну, такое вот мышами прогрызенное, все я выкинула, все помыла, конечно же. Но это первое, что я вспомнила, да, что я успела сделать. Может быть, потом еще что-то вспомню, расскажу. А что планирую делать? Здесь, знаете, если так посмотреть, я пока не хочу начинать делать косметический ремонт, поскольку здесь есть более крупные работы, скажем так. Нужно посмотреть, что с фундаментом, потому что дом немножко дом стоит, скажем так, как это называется, уклонистой местности, уклон, под уклоном рельеф такой, земля у меня. То есть у меня весь садовый участок, он как бы вот так располагается. Вот здесь стоит дом, да, и вот дальше вот здесь участок. И понятное дело, что дом, вот если он стоит так, он немножко уже начал наклоняться. Я думаю, что нужно будет поднимать фундамент, но я планирую это делать в следующем году. Вот. Потом что у меня еще? Мне нужно, скорее всего, сделать нормальную полноценную септик, потому что сейчас у меня просто выгребная яма. Вы там мне пишете, что сарайку бы надо снести, а это не просто сарайка, это бывший погреб, из которого предыдущие хозяева сделали слив, куда сливается канализация, и туда все уходит под землю. Вот, то есть это такое выгребная яма, которая, ну, скажем так, сама сбрасывающаяся получается. И я вызывала специалиста, который приезжал, смотрел все, что у меня здесь расположено, потому что я хотела слив, который на кухне, да, у меня, который слив идет возле дома там, я его хотела перевести на канализацию, ну, вот я вызвала мастера, чтобы он проконсультировал меня, и он мне порекомендовал сделать, в общем, септик, если говорить, если все нормально делать, то нужен септик, конечно. Вот. Потом еще какой момент. Уже вот сейчас на конечной стадии находится оформление газа. Уже вот-вот должны мне позвонить рабочие, которые должны уже приехать, копать, прокладывать трубу от границы участка до моего дома. Я не знаю, насколько это реально получится или нет, это не все от меня зависит. Вот. И дело в том, что смотрите, как получается. Тот участок, который у меня находится перед домом, между забором и домом, там располагается люк, вода, где находится, да, вот которая идет к дому, и, соответственно, там будет вестись газовая труба. А поскольку пока этого нету, этой газовой трубы, я не знаю, где она будет располагаться, это уже рабочие там решат, да, как правильнее, я не могу ничего делать вот как раз вот в этой области участка. И, знаете, тут все цепляется одно за одно. И поскольку я там не могу что-то делать, я не могу дальше что-то делать. Вот. Что у меня еще в планах? У меня, кстати, я вам не показала, да, на видео как-нибудь нужно будет снять рум-тур, показать свой дом, уже подробно рассказать о нем. Значит, у меня есть двор. Все говорят, почему вы принесли дрова в дом? У меня есть двор, там лежат уже дрова, которые с августа. Первый грузовик я заказывала в августе. Но дело в том, что, во-первых, там очень большая сырость, влага и холодно по вечерам. Ой, по вечерам, говорю, по утрам обычно я начинаю затапливать печь, обогревать дом, да. Холодно туда ходить, во-первых. Во-вторых, неудобно таскать дрова. У меня находится дом выше, чем двор, да, и высокая лестница. И мне по высокой лестнице приходится таскать дрова вот эти. А у меня слабенькие руки, вот, мне тяжеловато. Поэтому идеальный вариант разместить эти дрова здесь. Вот первая партия дров у меня была, когда, да, они были такие, знаете, ленточного распила, то есть не
вручную колотые, а лентами, ну, распилили их механически. И они были достаточно такие старые, и там действительно мог быть короед, вы там что-то писали мне и так далее. Вот они лежат у меня во дворе, все нормально, там, где надо. Вот. А те дрова, которые мне привезли вот недавно совсем, вот эти вот длинные такие, колотые вручную, очень качественные, свежая, срубленная береза, и в ней, я думаю, еще не успела ничего завестись. Они такие чистенькие, свеженькие, красивенькие. Я их прям вот в дом положила, и мне очень нравится, как они выглядят, как пахнут, запах просто великолепный. Так вот, я остановилась на дворе, да. Что я хочу сделать с двором? Это достаточно такое большое помещение. Там раньше держали животных, не знаю, кого там предыдущие хозяева держали, и там все уже сгнило, там такое все ветхое. Я хочу снести этот двор и построить там террасу. Поскольку мне нужно будет поднимать ну, вот этот фундамент, да, с одной стороны дома, нужно, скорее всего, манипулятору будет подъехать. Чтобы он смог подъехать с другой стороны дома, придется сносить вот этот вот сарай, сначала, да, манипулятор подъедет. Ну, по крайней мере, у меня в голове пока такой план. Не знаю, как получится в итоге, да, но я просто технически просто объясняю. Там нужно будет спилить кое-какие деревья, чтобы можно было подъехать технике. И потом уже я построю террасу и так далее, и так далее. И уже мне можно будет заниматься ремонтом уже таким в доме, внутри дома, да, вы понимаете, о чем я говорю, косметическим. Поэтому я живу так, знаете, вот довольствуюсь сейчас тем, что есть, я рада, счастлива уже тому, что есть. Здесь мне уже комфортно, несмотря на то, что есть какие-то нюансы и доделки. Так, скажите, вы консультируетесь со специалистами, когда покупали дом, я имею в виду строителей. Знаете, у каждого специалиста есть, скажем так, свой взгляд. Я, конечно же, я просто смотрела на ютубе ролики, да, как выбирают дома, какие есть. Я даже, кстати, покупала курс по выбору деревенского дома, да, было такое. Вот есть в Беларуси у нас девушка Татьяна тоже, которая купила деревенский дом, его благоустроила. К сожалению, не запомнила фамилию, она архитектор. Меня тоже вдохновил очень ее пример. В общем, она создала курс для таких, как мы с вами, да. И я, в общем, купила ее курс, и там подробно было рассказано, на что смотреть, на что обращать внимание, как, что. Вот на эти моменты, конечно, я ориентировалась, но я вам что хочу сказать. Есть такие вещи даже технического плана, да, которые вот, ну, вам не нравятся, да, но дом в целом нравится, душа на него откликается. И вот в этом случае я думаю, что нужно смириться с тем, что есть, и идти в это, не бояться, потому что если вас душа позвала, да, и значит, у вас будет энергия, время, силы, возможности, чтобы сделать все, чтобы отреставрировать этот дом, довести его до ума. Вот. А если вы будете обращать внимание на технические детали, то очень сложно выбрать дом. Знаете почему? Потому что идеально подобранного под вас варианта 100% не будет. Всегда будут какие-то нюансы, которые вас будут не устраивать. Вот. Так. Вы будете получать водительские права. Смотрите, в ближайшее время, скорее всего, нет. Почему? Потому что, может быть, в будущем когда-то, да, но в ближайшее время мне сейчас все внимание, всю энергию я хочу вложить в обустройство участка и дома. А чтобы обучаться к чему-то еще и параллельно еще работать, друзья, я ведь не просто так сижу в этом доме, да, я работаю с понедельника по пятницу с 9 до 6. Суббота, воскресенье у меня выходной, еще
у меня теперь есть вы, друзья. Я для вас записываю видео теперь. Это тоже работа своего рода. Вот. Поэтому я не думаю, что у меня будет время на водительские права, но потом, я думаю, со временем, а, может быть, может быть. Но пока мне кажется, мне они даже не нужны. Смотрите, я могу заказывать сюда себе с Wildberries любой товар. Привозит курьер меня прямо к дому. В деревне есть 2 продуктовых магазина. Если что-то где-то, куда-то, я могу вызвать такси, съездить в районный центр. У нас там есть строительные магазины и так далее. То есть я не испытываю нужды в машине сейчас. Плюс машина – это еще, конечно же, вложение финансов. И это расходник, как вы понимаете. То есть это на ремонт, на ТО, на вот эта вот вся история. А мне хочется сейчас сложиться в дом, понимаете? Туда мое внимание все обращено. Привет большой деревенский Чувашии. Тебе и твоим котикам привет. Обычно на вопрос отвечают. Угу. Знаете, есть разные вопросы, есть опасные вопросы, понимаете? Так, я извиняюсь, у меня там Буся рвется из манежа. Сейчас я попробую выпустить. Сейчас я подойду, минуточку. Сейчас, Бусь, сейчас. Бусечка. Не хулигань. У меня Буся сидит в манеже с котятами. Я иногда его закрываю, потому что она котят начинает таскать. Я не знаю, что у нее инстинкт какой-то срабатывает. Она их берет за шкибон и тащит под кровать, а там холодно. Вот. А манежик стоит у меня на кровати. Я не знаю, что у нее там в голове, но что-то она их везде прячет, пытается спрятать. Так, возраст не озвучит, женихи разбегутся. Ой, вы знаете, честно говоря, даже без возраста сложновато мне пока. Так, в Калужской области провести газ 8500. Приезжайте к нам и дома от 200 тысяч. Знаете, цены разные, в разном состоянии дома могут быть. Знаете, у нас тоже есть дома за 200 тысяч, но там такое состояние, что, извините меня, туда, ну, как бы я, знаете, я когда выбирала дом, я уже планировала, ну, минимально такие базовые какие-то вещи, чтобы была возможность сюда переехать, хотя бы начать жить здесь, да. Если есть, конечно же, у вас своя квартира в городе, то вы можете купить домик за 200 тысяч и постепенно обустраивать его, как-то реставрировать, ремонтировать. У меня же вопрос стоял очень остро. Мне нужно было просто съехать со съемной квартиры, в которую я вкладывалась 7 лет, на минуточку, и уже начать вкладываться в свое жилье. Да? Это гораздо для меня выгоднее, да. Нина Сергеева. Ой, Нина Сергеева, неправду вы говорите. Мне нет, не столько лет. Ничего толком о себе не рассказала. Так вы задавайте вопрос, что именно вас интересует. Помимо возраста и гороскопа, ну это же, господи, мы же не школьники, что вот, ну, такие вопросы. Для чего это вообще? Что это вам даст? Вот мне интересно, мой возраст и гороскоп. Непонятно. Привет из Камышина. Отличная идея с реставрацией дома. Печка в доме – это важно. Природа уникальная. Да. Курочки будут? Да, кстати. Ну, вы знаете, вот по поводу животных, да, еще самый популярный вопрос был. Буду ли я заводить? Буся? Буся? Не лазь здесь. Вот вам привет от Буси. Она пришла поздороваться. Поздоровайся.
Бусь, смотри, нас смотрит 1800 человек. Иди к котяткам. В общем, по поводу животных. У меня и так уже 6 котов, чтобы вы понимали. Если у меня котят никто не разберет, у меня 3 котенка сейчас, я их оставлю себе. Они у меня будут мышек ловить. Вот. Животные просят уделять внимание нужно животным, да, тем более, если это животные, которые сельхозназначения, да, там козы, куры. Для них нужно специальное помещение оборудовать. Для них все нужно обустраивать. То есть это отдельное вложение энергии, сил. Сейчас, по крайней мере, вот сейчас на том этапе, на котором я нахожусь, я не планирую их заводить. Потом, может быть, когда уже все благоустрою, может быть, да, не могу точно сказать. Насчет собаки тоже, опять же, собаке нужна будка, чтобы она в ней не мерзла, нужно как-то её обустроить. Я такой, знаете, сердобольный человек. Я, наверное, не смогу держать собаку на улице, знаете, потому что у меня когда-то у самой раньше были собаки. Один из крайних последних псов, который прожил со мной, 15 лет прожил со мной, собачка, у меня была Степа. Когда он умер, я просто рыдала невозможно, вот как будто близкого человека потеряла. И для меня очень тяжело сейчас собаку завести, чтобы вы понимали. Это, во-первых. Во-вторых, я сейчас смотрю, да, у нас на улице тоже вот есть дома, где будки с собаками. И там эти собаки, они, понимаете, они навечно прикованы к этой будке цепью. И они, ну, там, благо, может быть, есть какие-то хозяева, их выгуливают, а есть, которые не выгуливают, которые сидят постоянно там, понимаете? Это же, ну, для меня вот такое неприемлемо. Вот. За собакой смотреть нужно. Кстати, за собакой больше внимания, ухода. Я по опыту знаю, да, у меня была не одна собака. Вот. Это гораздо тяжелее содержать собаку, чем кошек, кстати. Кошки, они более-менее самостоятельные, а с собаками, конечно, нужен уход больше. На уборку снега пригласите в гости. Я не знаю, я подумаю. Мне, кстати, много людей просится в гости, там, отремонтировать что-то, еще что-то. Но знаете, это такое, такая история очень интересная. У меня, кстати, уже есть лопата для уборки снега. Мне мама ее сразу вручила, как только я сюда заехала. Вот, так что вы не переживайте, я пока с лопатой уже. Так, про выбор дома видео уже есть, зачем тут озвучивать? Сколько вам лет? Да елки-палки. Вот напишите, кстати, вот кто спрашивает, сколько мне лет, что вам это даст, если вам озвучу, сколько мне лет. Так. Не боитесь, что дикие звери там водятся или змеи? Знаете, животных я почему-то не боюсь. Я не знаю, как вам объяснить. Вот, ну, нет у меня страха перед животными. Мне кто-то рассказывал, что раньше когда-то якобы вот здесь не было полей, сейчас у меня рядом с участком поле находится, да, там лес раньше был, да, и там были животные, и вот рассказывал Анатолий Михайлович, тот учитель биологии и истории, который построил этот дом, в котором я сейчас живу, да, он рассказывал детям, что раньше здесь водились волки, да, сюда ходили, а сейчас, ну, какие тут у нас дикие звери? Кабаны, я видела ловушки для кабанов в лесу, когда я каталась на велосипеде, видела их экскременты, то есть много кабанов, походу, здесь. Также охотника, по-моему, я одного знаю из села, который охотится на них. Бобры, говорят, здесь водятся. Ну, не знаю, боятся кабанов и бобров, не знаю, я почему-то не боюсь, я не знаю, может, я такая бесстрашная. Так, кто вы по профессии? Хороший вопрос. Я по профессии психолог, одно из образований. Я психолог, да, второе образование у меня преподаватель йоги.
я училась в академии у Андрея Лобанова. У нас есть школа йоги Андрея Лобанова в Нижнем Новгороде. Вот я там выучилась. Очень импонирует мне эта школа. Вот. Это я по профессии. А сейчас как бы для меня вот это как хобби. То есть психология, йога – это вот, скажем так, не столько род деятельности сейчас, сколько хобби мое. А по роду деятельности я контент-менеджер. Я работаю контентом в магазине, в интернет-магазине зоотоваров сейчас. На текущий момент записи этого видео. Не знаю, как дальше будет. Так, вы будете получать водительские права, я ответила. Вы замужем? Нет, я сейчас не замужем. На текущий момент записи этого видео я не замужем. Потому что, знаете, так интересно получается. Я вижу, что люди, я стала вот, когда выгружать свои видео с Дзена на YouTube, я вижу, что туда приходят люди, и они воспринимают это видео, как будто оно только что снято и вот только что выложено, да. А тем временем уже прошло достаточно много времени, там уже столько всего было мной прожито, пережито, сделано, а они как бы смотрят это видео и воспринимают его как в текущем моменте. И думают, ага, это вот так и так, а на самом деле уже там давно уже не так. Вот, поэтому я говорю, пометочка, ремарка, на текущий момент я не замужем. Какие планы на будущее относительно дома, я уже сказала. Вы планируете заводить хозяйство, у кого, если собираетесь? Пока я развожу кошек. Ну, про животных я уже отметила. Как планируете провести зиму, в городе или в доме? Вот смотрите, в город у меня дороги нет, друзья мои. У меня там нет квартиры. Я там квартиру снимала. У меня не было собственного жилья. Я жила на съемной квартире. В съемное жилье я не хочу возвращаться, мне здесь комфортно. Здесь, конечно, есть какие-то сложности, но я думаю, что критичных сложностей таких нет, которые бы были решающим фактором для того, чтобы переехать, ну, на зиму уехать в город. Мне здесь классно, слушайте. Тем более вдруг проведут газ, так вообще красота будет. Так, ну, я имею в виду в этом году. В следующем году-то точно его проведут. Так, как только блогер говорит хейтер, он для меня блогер. Каждый имеет право на свою... Не понимаю, о чем тут. У вас есть дети, у меня нет детей на текущий момент. Наташенька, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, на что обратить внимание, когда покупаешь дом? Я планирую купить на следующий год дом. На что обратить внимание? Ну, в принципе, знаете, вот в видео, которым я есть у меня на ютубе закрепленное видео, как я покупала дом, называется. В принципе, я там все озвучила. Но самый главный фактор, я вам хочу сказать, да, что я делала. Просто я вам расскажу, да. Я просто села и сама подумала, с чем я готова мириться в деревенском доме, с чем не готова. Вот, например, с туалетом на улице я не готова была мириться. Я намеренно искала такие дома, чтобы уже был обустроен санузел в доме. Прям вот я села и выписала списком, да, себе. Вот должен быть санузел. Потом я обязательно хотела, чтобы была русская печка. Посмотрите, я для вас, кстати, сегодня русскую печь растопила, чтобы был вот этот антураж. Вечером буду в чугунке кашу готовить пшённую на молоке. Вот, я написала, что должна быть русская печь, там должен быть санузел. Что еще для меня важно было? Большой участок земли с плодом садом, уже зрелым. То есть, чтобы там не было перекати поле, да, выходишь на участок, а там ничего нет. Ну, может быть, для кого-то это важно, чтобы участок был чистым. Я же не знаю, что для вас важно, да? Я просто вот говорю, как я выбирала, да. Вы же можете тоже себе прописать, что для вас важно. Какие моменты
вы обязательно хотите видеть в своем доме. И вот по этим критериям смотрите объявление на Авито. Как только находите там 2 или 3 важных критерия, связываетесь с хозяином дома и едете на осмотр. Кстати, осмотр живой должен быть обязательно, потому что, знаете, очень много нюансов, когда одно дело, когда в объявлении читаешь, и тебе что-то хозяин рассказывает, а другое дело, когда ты приезжаешь на местность, скажем так, и видишь, ага, вот соседи такие. Кстати, соседи вам расскажут о доме гораздо больше, чем сами хозяева. Понимаете, по какой причине, да? Поэтому, когда вы приезжаете, обязательно знакомьтесь с местными. Они тут же вам всю информацию как на ладони выдадут, вот. Ну и, конечно же, осматривайте вживую дом, смотрите обязательно фундамент, чтобы был хороший. Я когда приезжала, здесь у меня вот, кстати, подпол есть, и я с фонариком лазила, смотрела, что с фундаментом. Я залазила на крышу. Кстати, не во всех домах у меня получалось залезть, посмотреть, что на крыше. А вот здесь, в этом доме, кстати, хозяин сделал классную лестницу на крышу. Я там, кстати, к слову о том, что я буду еще обустраивать дом, я из мансардного этажа, у меня получается двускатная крыша, да, там просто огромное пространство, там можно сделать второй этаж, обустроить. Прям вообще суперско будет. Вот, но это основные моменты, на которые обращать внимание. Да, обязательно смотрите вживую, пропишите все важные критерии для себя и сердце, слушайте свое сердечко, не других людей, а те, что у вас отзывается внутри у вас это место или нет. Вообще, представляете вы себя в этом доме живущим, да, или нет. Но это важно, действительно. Эфир сохраняется автоматически после вашего выключения. О, спасибо большое вам, подсказали. Не кладите на землю картон. Почему, Нина? Наташа, можно пораньше в следующий эфир, если возможно, конечно. Вы знаете, вот сегодня четверг, да, я заканчиваю работать в 6 вечера. Потом, как только я закончила, мне нужно там пойти что-то приготовить, покушать, опять же печь растопить, на это нужно время. Я, конечно, буду стараться. Ну и если я буду выходить в эфиры, то, возможно, по выходным. Вот по выходным я могу пораньше. Если будет, конечно, такая возможность, потому что по выходным я в основном, конечно, дома занимаюсь. И видео записываю, монтирую для вас. Я думала, будет интересно. О, да, пожалуйста, если вам, Рая, не интересно, что же вы тут делаете? Так, Триша, извиняюсь, тут у меня кошки носятся. Так, топот будет слышен. Хейтеры – это хорошо, кто еще бесплатно напишет вагон комментариев. Любое упоминание в СМИ хорошо, кроме некролога. Василий. Так, Марина, на канале онлайнер никто не стесняется назвать стоимость дома и работы. Очень рекомендую для просмотра. Ну, вы знаете, я не могу назвать пока стоимость работ, поскольку я их даже не начала. Ну как, я минимально что-то сделала. Там. Это, знаете, все очень сугубо субъективно, да, потому что у разных мастеров разные цены. То есть вы точную цену никогда не сможете узнать, потому что у каждого ситуация уникальная относительно дома, да, если говорить о реконструкции дома. И у каждого мастера своя цена, и на каждый сезон работы у них свои цены. Поэтому в соломе часто мыши заводятся. Да, так. Закажите навоз, и не надо никакой соломы. Собаку заведете. Про собаку я сказала. Интересно, вы придумали про соломенный эксперимент. Да. Наталья, были ли вы в
браке, есть ли дети? Нет, и нет детей. Что ж такое-то? Есть ли у вас опыт садоводства и огородничества? Знаете, на балконе только выращивала. Ну, как на балконе? На подоконнике, на балконе. Вот. У меня у мамы опыт есть в садоводстве, огородничестве. Думаю, она мне поможет. Мне, кстати, очень хорошо местные, с которыми я знакомлюсь здесь, они мне очень хорошие советы дают, рекомендации, подсказки. Благодарность им огромная за это. Блин, Буся опять котят, видимо, таскает под кровать мне. Вот засранка. Придется их потом оттуда доставать. Так, мы сами между собой собачимся, чего напали. Кабачки, не забудьте, кабачки, да. Тыква, кстати, тоже хорошая. Вот, хорошо бы посадить. Зачем сделала рекламу? Сейчас всех надурила. Какую рекламу? Теряешь Слушайте, я не боюсь кого-то там потерять, каких-то подписчиков. Я здесь, понимаете, я здесь не ради подписчиков. Здесь постоянно мне пишут: потеряешь Друзья мои, я просто от души делюсь тем, что переживаю, те эмоции, которые переживаю, понимаете? Мне нравится вот передавать вот эту атмосферу, делиться радостью какой-то своей, снимать все это на видео. Ведь потом вот это же все сохраняется в памяти, да, и потом можно пересматривать. Это вот для души, понимаете? И то, что люди какие-то откликаются на мой, как бы, на то, чем я делюсь, на мои ценности, на мои интересы, я им благодарна за это. И пусть они лучше останутся, чем те люди, которые там мне угрожают, что они отпишутся от меня. Ну, это детский сад какой-то, слушайте. Да хоть все отпишитесь, я все равно буду видео выкладывать. Я для себя делаю, понимаете, для души. Я рада, что это находит отклик в ваших сердцах и душах. Дом — это хорошо, когда денег дофига, это решает моменты со временем и желанием. Ну, смотрите, вот это стереотип, кстати, очень большой по поводу то, что нужно очень много денег, да. А, Если у вас есть желание, цель, то вы найдете и деньги, и время. А, у меня я не дочь Рокфеллера, к сожалению. Тоже, да, есть какой-то ограниченный лимит. А, вот. И я планирую это делать со временем. То есть не все сразу, да, вот взять и сделать, да. У меня сначала вот сейчас в приоритете, например, стоит газ довести до дома, к слову, да. Потом я, наверное, может быть, еще чем-то займусь. Конечно же, я постепенно буду копить на какие-то, крупные там переделки, обустройства, суммы, да, которые мне необходимы. И потихоньку это делать своими силами, сколько могу, как могу. То есть, у меня нет в планах то, что вот в один раз взять и все сделать. Это, во-первых, даже если будут деньги, это чисто физически невозможно так сделать, да. А во-вторых, нужна определенная последовательность, потому что, когда консультируешься со специалистами, ты видишь, что все завязано одно на одном, что это, ну, дом — это как живой организм, понимаете? Это его нельзя на части поделить. Так, на вопросы не отвечаете. Нет, я отвечаю на вопросы, друзья. Но то, что вам не нравятся эти ответы — это ваши проблемы. Наталья, вы мечта, жизнь в кайф — это и есть жизнь. Да, точно. И сладкий горошек. Кстати, горошек зеленый, да, я хочу посадить. Наташа, как увидела вашу печь, сразу драников захотелось на плите. Это ужас. А с печи с маслом, кстати, надо попробовать, да, драников. Со сливочным маслом. Попробуй обязательно. Спасибо, что вдохновили. Так, что тут? Я сегодня видела лису на даче, стояла от меня метров с 10, пошла искать курятники, наверное.
Здесь, кстати, тоже лист водится. Солома обязательно, но без картона. Горошек сладкий. Уважаемые коллеги, поставьте, пожалуйста, лайки ради уважения. Грецкий орех у нас не вызревает. Кто-то пишет. А знаете, я, кстати, была у нас деревня, кстати, вот почему я иногда говорю село, иногда деревня, да, у нас и проходит здесь трасса, и с одной стороны находится село, а с другой деревня. Но на карте это обозначено как один населенный пункт. Так вот, на той стороне, где село, я видела зрелые плодовые деревья грецких орехов. Ну, достаточно такие зрелые уже, то есть, ну, растут. И, кстати, когда я в городе жила, я ездила на велосипеде, каталась очень много по окрестностям, в том числе я была в частных секторах, смотрела, что у людей на участках растет, и были грецкие орехи, там высокие деревья с плодами. Вы зря сказали, климат не как у бабушки. Нет, друзья, тут все можно вырастить, просто вы не знаете кое-чего. Черешня класс, лишь бы прижилась. Да, попробуем. Про животных я ответила. Закрутки будете ли делать? Знаете, у меня, кстати, здесь холодильник очень такой сейчас старенький стоит. Я планирую купить очень большой холодильник с хорошей морозилкой большой. И буду замораживать, скорее всего, овощи и ягоды. Ну, не знаю, закрутки, может быть, будет делать моя мама. Но я что-то вот, не знаю, может быть, и буду, не знаю. Но обычно я привыкла все замораживать. Ягоды, это гораздо удобнее, и времени, во-первых, меньше на заготовку занимает. И, во-вторых, у свежезамороженных продуктов больше витаминов сохраняется. Я больше за заморозку, чем за заготовки. Но хотя можно там для покушать немножко что-то, конечно. Я тоже думала, что будет эфир открытия интересней. Солома. Слушайте, вот вы сидите на эфире, про мой участок, про мой дом, да, я рассказываю. А вам интересно мой возраст, замужем я, дети у меня там, чё, ну, понимаете, ну, что за... Так, так. Про фундамент, крышу, печь я уже рассказала. Как понять, что они более-менее, если нет опыта в жизни в доме, на что вы ориентировались, смотрели ли какие-то видео? Да, конечно, я смотрела видео по выбору деревенских домов. Я покупала курс по выбору деревенского дома. Фундамент. Фундаменты бывают разные. Ну, как правило, если говорить о деревенских домах, это, как правило, ленточный фундамент обычно бывает. Это разные, да, ну, разные бывают фундаменты. Обязательно смотрите, если вы смотрите фундамент, залазите в подпол, там должны быть целыми венцы, нижние венцы, которые стоят вот на фундаменте, да. Я сейчас говорю о доме, который деревянный. И я намеренно искала дом из цилиндрованного, из бревна, бревенчатый. Должны быть внизу венцы целостными, да, не прогнившими. Это важно, потому что это, ну, если реставрировать такой дом, то это очень много денег вбухать нужно будет вот на замену венцов. Так, что там дальше? Если о деревянном доме, да, потому что я именно деревянный искала. Про крышу. Что обязательно в крыше? У меня металлическая крыша. Хорошо ли она прошита? Нужно смотреть, да, вот такие моменты. Нет ли дырок? Как она вообще? Потому что есть деревенские дома, знаете, такие покрытые толью, да, раньше вот покрывали. Ну, это ж вообще там нужно новую крышу делать тоже. Ну, чтобы, ну, понятно, чтобы крыша не худая. Что касается печи, нужно обязательно смотреть трубу.
забраться на, как там, на мансарду, на этаж, да, под крышу, посмотреть, как вообще сделана труба. Если там много ее ремонтировали, нужно прям вот подойти к этому вопросу очень серьезно, потому что именно с трубы начинаются пожары, да, в домах с печами обычно. Вот, она должна быть не худая. Я, кстати, недавно два купила огнетушителя. Один в дом поставила, другой в баню, на всякий случай. И датчик угарного газа обязательно. Дальше что тут у нас? Кейтеры продвигают канал. Землю уже нужно сейчас подготавливать. Вы знаете, у меня уже выпал снег. Я всегда с лайков начинаю. Планируйте домашних животных. Ответила. Про водительские права ответила. Когда у меня день рождения? 9 декабря, скоро. Вы будете получать... опять про права. Ответила. Грецкий орех вызревает, в Смоленской области вызревает. Там почему нет? Да, вызревает, конечно. Огонь в печи – это класс, да. Был совет купить трактор. У нас, кстати, здесь в деревне очень много трактористов. Мне уже предлагали свои услуги трактористы. Вот, так что я без трактора не останусь. Я думаю, что секретом может быть только место проживания, но не цена дома. Для меня и цена, понимаете? Для меня это важно. Вы молодец, так держать, не обращайте внимания. Дайте совет, с чем необходимо зайти в зиму в первую очередь. Ну, типа дрова, заготовки, как вы подготовились к зиме. Ну, во-первых, да, я когда выбирала дом, я уже смотрела, обращала внимание на то, чтобы... Вот смотрите, когда выбирала дома, там везде в разных домах по-разному устроено водоснабжение. А в некоторых домах есть эти, как их, прокапывают ямы там, господи, из головы вылетело. Своя скважина есть, вот, у людей. И скважина может быть устроена по-разному. Она может быть летней и зимней. Может быть просто летней. Если скважина летняя, как понять, что летняя? Она не утеплена, она находится над землей, да, обычно. Трубы находятся над землей. Это летняя скважина. Если вы зайдете зимовать в такой дом, то у вас в трубы в доме и скважине замерзнет вода, и вы будете без воды, понимаете? Поэтому если вы дом на зиму ищете, ищите, чтобы скважина была зимняя, чтобы были закопаны под землю трубы, и к бане проведены трубы под землей, чтобы были, и к дому, чтобы под землей были трубы. Вот, и чтобы скважина была под землей. Тогда у вас будет вода. Это важно. И мне повезло. Почему? Потому что здесь сельский водопровод. То есть у меня трубы все под землей. Вот, это первый момент про зиму. Второй момент, конечно же, важно зимой тепло. В моем случае без тепла я не останусь, даже если у меня что-то будет не так с отоплением. Вот смотрите, когда выбирала дом, я смотрела, как он отапливается. Потому что площади домов бывают разные. Вот у меня большая площадь, 110 квадратов. И, конечно же, я смотрела, как такую площадь можно отопить. И благо здесь паровое отопление, да, здесь по всему дому разведены трубы. Здесь котел стоит водонагревательный, прям в печь монтирован. И я растапливаю печь, там нагревается вода. Насос, который у меня, кто-то мне писал сегодня в Телеграме: Наташа, купите насос. У меня есть насос, не переживайте, он разгоняет горячую воду по трубам по всему дому. Это первый момент. Второй момент, уже от 2 печей у меня есть тепло. Даже если что-то будет не так с насосом, с электричеством, да, там у меня, кстати, обогреватель есть еще электрический.
Вот, я могу растопить печь, погреться, да, на крайний случай, да. Я думаю, вот это самое важное, вот, про зиму. Так, дальше. Я думаю, так, совет. Так, шикарный фон, Наташа. Да, я старалась. Я специально для вас растопила печь. Ну что-то уже нудновато. Ну, кому-то скучно, кому скучно, что вы здесь сидите, что же вы мучаетесь, дорогие мои? И идите, займитесь своими делами. Ну, я посадила персик, слушайте, классно. И я тоже, кстати, хочу. Такие южные. У моей бабушки тоже росли жердели. Жердели это называется в Краснодарском крае. Абрикосы — это жердели там называется. И персики, да, вот классно. При посадке картофеля в сено не очень хороший вариант, как мне кажется, ведь ее надо окучивать. Нет, в сене как раз таки не надо. А, там не ну там, короче, найдите в "Ютубе" природное земледелие, соломенное земледелие. Вот по этим ключевым словам поищите, посмотрите видео, там очень интересно рассказывают и показывают. Вот я буду пробовать на будущий год. На вас просто приятно смотреть и послушать даже без всяких ответов. Спасибо. Добрый вечер. Правильно, что высокие грядки, но не так, как у нас в Краснодарском крае, до каждого сантиметра. Не поняла, о чем. Землю еще можно сейчас успеть поготовить. Что нужно сделать с землей, скажите? У меня уже снегом немножко припорошило и грязно очень на участке. Я смотрю, все скачала, просто немного не успела все посмотреть. Еще тоже дома работы куча, не поняла, чё. Ура, успела. Да, фон классный, спасибо, что вы оценили. Теперь понятно, почему одна и куча кошек зануда. Ой, как же вы мучаетесь, бедные. Ну что же вы мучаетесь-то? Сидите на эфире на занудном. Беседку около дома поставите. Кстати, вот по поводу беседки, у меня есть крыльцо, ну как, крыльцо, это не крыльцо, это такое веранда, да, веранда это называется, небольшая верандочка есть, но я ее планирую в следующем году расширить. Перед домом у меня как раз солнечная сторона, вот со стороны веранды, и я сделаю вот как бы пристрой, что ли, к веранде. Терраса небольшая такая будет вдоль дома. У меня есть там где развернуться, маневр, да, метра 2 или 3 еще. И навес будет, и террасочка такая небольшая. Как раз я там буду йогой заниматься, чаи гонять перед домом. Хотя у меня в планах, ну это вот на первое время пока я сделаю, но у меня в планах с другой стороны дома сделать... кстати, я забыла, что я еще хочу в доме сделать. Я хочу все-таки поставить, вот расширить вот это окно, которое сейчас здесь вот вы с огонечками смотрите, да, его планирую побольше сделать, чтобы можно было сидеть, любоваться пейзажами, когда греешься у печи. Вот, и панорамное сделаю. И сделаю пластиковое, потому что, ну, с деревом очень сложно за ним ухаживать, и здесь уже в очень плохом состоянии окна, в ветхом таком, там очень много мусора, кое-где даже треснуты стекла. Ну, лучше пластиковое, я думаю, поставлю. Так, надо замуж и все, а то одна да одна. Слушайте, мне очень хорошо одной. Я вам честно скажу, я себя прекрасно чувствую. Вот, иногда, знаете, в отношениях и замужем не так хорошо бывает, как одной, поэтому раз на раз не приходится. Наташа, ты не отвечаешь на вопросы, очень много рассуждений, тратите много. Это, наверное, когда я что-то рассказывала, да. Про личные вопросы нужно было сразу проговорить, чтобы их не задавали. Ну, я, в общем-то, проговорила. Очень. Так, предлагаю вопрос-ответы
в отдельном видео ничего не узнать. Так, это, слушайте, это же прямой эфир, да, то есть здесь живое у нас с вами общение, поэтому я не могу его регулировать как-то спонтанно, понимаете. Не страшно ночевать одной на новом месте. Кстати, вот первую ночь, когда я здесь ночевала, я привезла с собой матрас, ну, вы, наверное, видели на видео, это показываю, надувной матрас. Вот в ту ночь мне было жутковато, честно, потому что здесь кошек еще не было, я еще их не привезла. Ну, так я, конечно, скрипя сердце, переночевала, но потом уже, когда я сюда заехала, привезла котеек своих, и с друзьями у меня, я приехала потом уже второй раз, мы уже как бы, ну, не страшно было, потому что с кем-то. Потом мама у меня стала ездить сюда, и я более-менее стала обживаться. Сейчас мне очень комфортно, уже не страшно нисколько. Картошку уже никто не окучивает, это не нужно растениям. Слушайте, какая картошка? Я уже давно ее выкопала, друзья. 4 мешка картошки выкопала. Наташа, все хорошо, просто это тот случай, когда очень многих впечатлила ваша искренность, ваше постоянное восхищение красотой природы, нежное отношение к братьям нашим меньшим, уважительность. Мгм. Вы будете получать водительские права, ответила. Пересказ ваших видео зачем? Ну, вы задаете вопросы такие. А где сейчас можно найти трубочиста? Я, кстати, нашла на Авито. Я, кстати, да, я приехала в первую ночь, знаете, я что сделала? Я открываю Авито, и всю ночь я мониторила Авито, искала подрядчиков, почистить печь, отремонтировать электричество, там туда, то, все. И знаете, трубочисту я первому, кому написала, трубочиста нашла местного здесь из области. Ночью написала, по-моему, в 2 часа ночи, что-то там, или в 3, и он мне тут же ответил. Представляете? Я так удивилась. Он говорит: все, к вам завтра утром приеду. Такая: вау, вот это да, вот это у нас люди работают здесь. И он реально на следующее утро приехал, и мне тут же почистил печи. Представляете? Я еще вызывала мастеров сразу на следующий день, мне делали интернет, да. Что-то там трещат, так, дровишки. Так, хейтеров маловато, спать, видимо, отправили после школы. Есть способы посадки картофеля без окучивания. Да-да-да, есть, правильно говорите. Так, кто-то у нас здесь из очень интересных людей. Лучше быть искренней или вообще не поднимать вопросы, на которые не хотите отвечать, иначе подписчиков терять начнут. Да что ж такое? Друзья, я здесь сижу не за подписчиками, поверьте мне. Я не за ними здесь. Мне просто радостно от того, что вот у меня такое в жизни происходит, и с вами делюсь. У меня радость не от подписчиков. От змей сейчас есть средства, это запах отпугивает их. Слушайте, я, кстати, не видела ни одной змеи у себя на участке. Может быть, я плохо смотрела, не знаю, но пока не замечала. Вот мышей много бегает, я прям иду по участку, и прям шнырк-шнырк шныряют, тут бегают. Мышей много. Сколько кошек планируете развести? Ну, пока у меня 6, может быть, вот кто-то котят заберет. И не знаю, пока 6, ну вот и пока. Ну, я надеюсь, что у меня останутся вот они и больше не будет. Лукшин прям клеится, не смущайся, кто это такое? Сколько соток земли? 38 соток у меня. Лива, вы говорите подарить машину, что за вопросы? Я в видео писала, кому не нравится, идите лесом, а подписчиков без вас растет.
такой Лукшин? Толстый, лысый, пусть идет спать. Кто это вообще? Привет из Беларуси. Вопросов смотрю много, но ответов нет. Я отвечаю. Так, права автомобиля ответила. На такой огромный дом мало дров заказали. Смотрите, не знаю, я вот пока по силам, знаешь, по возможностям, по финансовым в том числе, да, я заказала 2 грузовика. Один грузовик я заказывала в августе, но его уже сколько от него осталось? 2 поленницы от него осталось. Во дворе у меня стоят. И второй грузовик вот недавно, и он у меня весь в доме сейчас разложен. Ну, если не хватит, буду еще заказывать, что поделать зимой или весной, может быть, уже. А, Картофель категорически нельзя окучивать, за исключением ранневесеннего. Ага. Где находится дом? Нижегородской области. Слушайте, такое ощущение, что подписчики пришли именно только за тем, чтобы узнать, где я живу, мой адрес, мой возраст. И вот если они этого не узнают, все, они все отпишутся. Слушайте, так смешно. А чего собака делать будет с запахом? Не понимаю. Про что это? Сад РФ, свои соседи, блогеры торгуют саженцами. УСАД РФ. Слушайте, надо запомнить. УСАД РФ. Мои соседи. Надо записать. Спасибо, что написали. Сейчас запишу. Торгуют саженцами. Спасибо большое. Я буду у них тогда смотреть. УСАД.РФ. Да. Где тут? Записала. Буду знать. Мыши в банке еще живы? Кстати, вот про одного мышонка я сказала, да, он погиб, а второй еще живет. И я его пересадила, я ему купила клетку. Я вот в видео в каком-то покажу. Ну как, не клетку, а специальный такой бокс, в котором для маленьких мышек. И он теперь, у него полноценный дом. Он живет, он уже подрос, он большой, у него такие ушки прикольные. Поилка у него там есть, все у него там благоустроено, очень красиво. Так что у него теперь полноценный дом. Живет у меня, сидит там, умывается. За сколько можно сейчас купить дом, как у меня? Ну, знаете, разброс цен за такие дома, как у меня, площадью, знаете, и если говорить о площади моего дома и о участке моем 38 соток, да, но где-то начиная от 800 тысяч до и выше там, наверное, вот как-то так, до 1,5 миллиона, может быть, 2 миллиона. Кстати, я смотрела дом, один из домов был 2 100 000. Он мне понравился. Это было тоже где-то в Подпавлово. Там был очень предприимчивый мужчина, хозяин. Он его так хорошо, как сказать, реконструировал, что ли. Ну, очень хорошо его сделал. Конечно, там ляпы свои были, которые я видела, но тем не менее. Он очень вложился в этот дом. И я видела действительно, что там материалы, сколько стоит строительные, то, что он вложился, сколько там чего стоит. И действительно это стоило тех денег. Но, во-первых, там дом был меньше по площади. Понимаете, знаете, настолько все относительно. Вот опять же про цену говорю, да. Там по площади был дом меньше, но стоил гораздо больше, чем этот дом. Понимаете? И участок там тоже поменьше, там, по-моему, 24 или 21 сотка была, что ли. Вот. И там была деревня, прям такая деревня-деревня, там проселочная дорога, там, то есть магазинов в этой деревне нет. То есть, ну, там нужен был автомобиль. То есть, у меня автомобиля не было. Очень долго хозяин уговаривал меня на этот дом, и я уже даже чуть ли не купила его прям.
Но я просто вот, когда туда зашла, там, во-первых, очень тесно, он очень маленький, и я не понимала, где будут тут мои кошки жить, где я тут вообще развернусь, как я тут что. И, кстати, у них там была не утеплена, это как что меня смутило, скважина была не зимней, летней, то есть ее нужно было делать для зимы. Это меня тоже смутило. А так фундамент хороший, все хорошее, но цена высокая за те стройматериалы, которыми вложился хозяин, дома в ремонт этого дома. Вот, поэтому все относительно. Может быть, и меньше дом стоит гораздо дороже, может быть, и больше дом стоит гораздо меньше. Понимаете, тут раз на раз не приходится. Ну, вообще, можете помониторить цены на Авито, там же все можно посмотреть. Почему спрашиваете? Не надо видео пересказывать. Говорим о новом. О чем новом? Спрашивайте о новом. Кстати, тут, наверное, есть люди, которые не все мои видео посмотрели просто, а вот поэтому спрашивают одно и то же. Наталья, не растрачивайте свои силы на огородные дела, ни к чему вам это. Достаточно скашивать траву вокруг деревьев, живите в кайфе, не заморачивайтесь. Спасибо, Наталья. Смотрите, я тоже вот за то, чтобы больше жить в удовольствии, чем упахиваться. Но что интересно, когда я стала изучать вот это садоводство, огородничество, оказывается, сейчас очень много реноваций, да, в области обустройства сада, земледелия. Люди начали понимать, как работать с землей. Да, вот наберите в поисковике «природное земледелие». Это такое земледелие, где не нужно особо вкладываться, просто нужно знать, как ведет себя почва, как что сделать на участке, чтобы вкладывать минимум усилий, чтобы не полоть сорняки и так далее. Сейчас все это реально, просто нужно изучить информацию, и в удовольствие даже грядки могут расти. Я просто смотрела людей, которые уже этим занимаются, и я вот тоже хочу, как они, реализовать это. Вам нужно утеплять дом на зиму. Думаю, да. Вот, по поводу утепления у меня в плане утепления очень сифонят окна, потому что очень старые они, и я на будущий год буду делать пластиковые. Думаю, если новые окна поставлю, будет гораздо теплее в доме. Потом пол нужно будет утеплять. Я сейчас хожу в этих войлочных таких ботиночках, потому что холодный очень пол. Его тоже нужно будет утеплять. А вот много нужно чего делать. Так, про машину я уже сказала в начале эфира. В низине проблем с интернетом и мобильной связью нет. У нас дом в низине, постоянно проблемы со связью. Да, вот, кстати, мне на конек дома, вот я вызывала специальных людей, которые устанавливают антенны в деревенские дома, потому что у меня нет возможности оптоволокно сюда провести, но поставили мне усилитель на конек дома, который ловит сигнал от ближайшей башни. И интернет у меня просто замечательный. По дому, по участку земли, несмотря на то, что я нахожусь в низине, но, видимо, близко стоит башня. Кстати, вы когда дом ищете, если для вас важно наличие интернета, смотрите, чтобы рядом были башни. Ну, не прямо вот на участке стояли, конечно, но чтобы вот. А вот по поводу мобильной связи, кстати, вот у меня 2 симки здесь, 2 операторов, и не всегда ловят и тот, и другой. Иногда ко мне даже не дозваниваются. Иногда я не могу позвонить, просто тупо почему-то, то есть со связью тоже, с мобильной связью перебои возникают. Хотя вот с тем интернетом, который я установила, да, вот с антенной, с этой, все нормально. А вот мобильная, да, иногда глючит. Господи. Василий. Так, что тут происходит? С кем планируете жить в доме? Пока что с кошками.
Надежда Стрельникова. Так, что тут? Так, что здесь происходит? Чтобы избавиться от травы, надо выкапывать с корнем. Это огромный труд. Ну да, кстати, я вот когда косила, у меня раз и выросла трава за месяц. Я, конечно, очень удивилась, она очень быстро выросла. А вот у меня на участке были огромные, знаете, такие сорняки, которые выше меня выросли. Вот их я выдергивала с корнем, и потом они больше не росли. Так, да что ж такое? Так, сейчас мы кое-кого заблокируем, кое-кто нам мешает. Доброго вечера. Наташа, не боитесь, что надорвете здоровье на таком участке земли? Ну, смотрите, я, конечно, когда только сюда заехала, я дорвалась, скажем так. Я прям вот, мне настолько было в кайф все заниматься всем, я прям вот вдарила по полной, да. И, ну, вот я уже рассказывала про локоть, да, у меня был больной локоть настолько, что я локоть не могла разгибать. Слава богу, это в бане попарилась и там массаж сделала. Йогой я, кстати, заниматься стала, и у меня он прошел. Но на будущее я теперь планирую разумно к этому относиться, разумно к этому подходить, да, и я не буду гробить здоровье, точно. Я буду делать что-то, но делать по своим силам, по возможностям, а, ориентироваться все-таки на свое состояние самочувствия буду, потому что я хочу, чтобы у меня была здоровая спина, чтобы тело было здоровым. Надрываться я не собираюсь. Что-то немножко где-то буду делать, но без надрыва. Нижегородская область – это бывшая Горьковская. Да, это Горьковская область. А мы окучиваем картошку на юге России. У нас тоже, кстати, окучивают, но это неправильно. Ну, как, по моему мнению, это неправильно. Можно без окучивания обходиться. Так, про утепление дома на зиму я ответила. Я, кстати, вот те окна, с которыми я сейчас собираюсь, ну, вот эти вот сифонищие, я их, как их, э, мастик или что и продается вот на Wildberries, замазка оконная. Вот я уже замазала щели, все самые большие, утеплилась, скажем так. Так. Так, кошек будете раздавать? Да, котят я буду раздавать. Кстати, кто из Нижнего, из Нижегородской области, если меня смотрите, у меня 3 котенка. По-моему, даже все девочки, я пока не поняла. У меня, кстати, подруга уже одного котенка хочет забрать. Не знаю, решится ли она на него или нет. Но 3 котенка у меня есть. Да, если кому надо кошечку, котеночка. Отопление водяное, да, у меня водяной котел нагревается в печке. Котел и разносит по периметру дома воду горячую. Охотой, рыбалкой увлекаетесь? Кстати, я против охоты. Ну, как против? Не приветствую я это дело. Мне непонятно, зачем убивать животных. А вот насчет рыбалки я не знаю. Ну, я никогда не рыбачила, хотя видела, как рыбачат другие. Но что то как-то меня, не знаю, к этому. Мне вот больше ягоды нравится собирать. Ягоды, травы, вот такое вот мне в душе больше. Более женское. Кто окучивает, тот не знает технологию. Да, Нина? Мгм. Так, а чё я так сижу близко уже? Так, что у нас там дальше? Фундамент низкий очень был первоначальным, значит, будет холодно зимой. Ну, достаточно низко, хотя дом стоит высоко. Но да, и пол здесь просто нужно утеплять. Так, права опять какие-то тут.
Кто-то тут уходит. Обязательно нужно провести газ. Газ уже ведут ко мне. Жду, жду. Наташа, вы такая смелая, на ночь одна. Здорово. Траву складывайте большой кучей. Закомпостируется, и через год будет из него компост, и им все можно мульчировать. Да, кстати, вот точно. Наташа, эфир становится неинтересным. А что вам интересно? Наличие у меня мужчины и детей? Ну, блин, такой себе интерес. Вы пересказываете свои видео, отвечайте. Ну, блин, что читаю, то на то отвечаю. С кем планируете жить в доме? Так, с кошками. Скажите про дом, который рядом продают. Вот, кстати, про дом соседа. Он летний. То есть я так поняла, ну, он не зимний, он на лето сделан как дача. Вот это все, что я о нем пока знаю. И там участок без плодовых деревьев, просто чистое поле, выкошенное. Здесь люди интересуются, я так понимаю, не дачей, а именно домом, чтобы в нем проживать. Конечно, наверное, там можно как-то его обустроить под зимний. Я не знаю, я не была внутри. Вот. Буду, наверное, связываться с хозяином, с соседом и спрашивать, что да как. Вот. Узнавать буду. Так, что тут? Отвечайте на вопросы. Она же не на допросе. Я порой ночую в доме одна, даже во время обстрелов. Ирина, где же вы находитесь, что у вас там обстрелы? Вы только не расстраивайтесь, вы только начали. Да, конечно, я всего лишь 3 месяца здесь живу. От чего я буду расстраиваться, вы что? Планы очень жидкие, не разочаруйтесь только раньше времени. Ну, вы меня плохо знаете. Приглашаю всех в гости на канал. Еще раз повторюсь, добрый путь, добрый. Средство от змей имеет запах, оно отпугивает даже кротов. Кстати, что за... У меня, кстати, кротов много на участке. Ну-ка. Пользуюсь это средство по факту не только от змей, но и от кротов, землероек. Так эти паразиты здоровенные роют в грядках. Рада, напишите мне, пожалуйста, что за средство такое, как оно называется, потому что мне тоже с кротами нужно будет бороться. Змей я не видела, а кротов много, кротов и мышей. На участке много. Можете даже написать мне в личное сообщение, скинуть название средства. Одной ведь тяжело ухаживать за таким участком, надо вам помощника. У меня целая авито помощников, если нужна будет помощь. И, кстати, местные тоже предлагают помощь. Я не без помощников, поверьте мне. В эти выходные у меня, кстати, приезжает мама с племянником. Вот тоже помощники хорошие. Так, дальше. Что дальше? Бедных хейтеры сидят и жрут кактус. Да. Вы за всех говорите. Она не отвечает на вопросы, боже мой. Слушайте, я уже настолько от вопросов ответила. У меня уже язык болит. 1:38. Вас здесь 1500. 1:40 мы здесь сидим. Наталья, сейчас пластик загнут как хочешь. Не могу понять, о чем это. Когда участок с уклоном, это хорошо, тем более, что дом на высоком месте. Да. Давайте хоть в чате поболтаем. Если надумаете высаживать новые фруктовые деревья, берите только в Нижегородском питомнике. Они приспособлены к нашему климату. Да, спасибо. Конечно, лучше брать саженцы у соседей. Черешня в Нижнем вымерзает.
Надо подумать, как ее посадить, чтобы она не вымерзала. А мне, кстати, говорили, что ее можно прививать на вишню. На вишню нашей полосы можно прививать черешню. Надо, кстати, изучить этот вопрос. Так, рада, спасибо, не знала о таком. Вот мне тоже узнать бы название средства от кротов. А уж если собаку заводить так для защиты и животных, и человека. Так, Наталья, расскажите, пожалуйста, про свои фамильные корни. Фамильные корни. М, Что? Значит, бабушка у меня из Краснодарского края. Первая. У меня 3 бабушки и дедушки. 3. Почему? Потому что у меня отец и отчим, да. Бабушка родная из Краснодарского края. Вот, она родом из Воронежской области, но прожила всю жизнь в Краснодарском крае со своим дедом. Вот, до 5 лет я жила там у бабушки в Краснодарском крае. Вторая бабушка у меня не родная, которая от отчима, она родом из Нижегородской области. И нас с сестрой летом возили на летние каникулы в деревенский дом. То есть каждое лето мы проводили в деревне. Это тоже наложило отпечаток на мое, скажем так, мировоззрение. Так что все нормально. Ну, а вторая родная бабушка по папе, насколько я знаю, но это не точно, она якобы из дворянского рода. Вот. Ну, что-то такое. Я не знаю, нужно будет узнавать, копать эту информацию. Возможно, когда-то более глубоко узнаю. Вот. А у меня, кстати, я когда ездила на экскурсию, вот здесь у нас есть усадьба Левашовых, может быть, знаете, в Нижегородской области. Так, потом замок Шереметьево есть. Вот в усадьбе Левашовых, когда я была, у меня прям все внутри клокотало. Я зашла вот на вот эту вот усадьбу, там вот эти липовые аллеи, вот этот дом, который там стоит. У меня вот сейчас вы, наверное, чувствуете, я когда зашла, я прослезилась, я увидела все вот это, мне это настолько близко и родное было. Где-то, видимо, внутри меня есть память о том, что когда-то, возможно, мои предки так жили. Вот. Поэтому, ну, в общем, нужно узнавать, да. Побывайте обязательно в усадьбе Левашовых, кто из Нижегородской области, там очень красиво, очень вдохновитесь этим местом. Очень хороший род, кстати, Левашова. Наталья, остановитесь. Так, хейтеры, опять хейтеры, что тут? Двухколесная тачка. Привет из Питера. Не знаю, как вести. Так, друзья, где вопросы? Какие-то кто-то радуется. Я тут я вот тоже думаю, что черешня не подойдет нижегородский климат. Мне говорят, что нужно прививать ее. До сих пор нет ответа. Каких ответов? Что за ответ? Покажите двор. Да, я сниму видео отдельное. Покажу дом и двор тоже. Ребята, кто знает, сколько примерно в Нижегородской области дома такого плана? Все по-разному. Сколько лет дому? Дом, кстати, построен по домовой книге, я смотрела, начато строительство в 1976 году, а закончено в 1978. То есть его 2 года строили. То есть это получается, если от 76 года считать, сейчас скажу, так, 20, слушайте, уже больше 50 лет дому, офигеть, круто.
Он, кстати, очень крепкий для 50. Да, получается, почти 50 лет. Дрова надо сушить в сарае. У меня в сарае очень сыро, друзья. Там не высушишь их. Сараи у всех разные. Ну, давайте не будем ругать Наталью, поживем, увидим, за что вы меня тут ругаете. Наташенька, ты такая красавица, сколько тебе лет? Кстати, напишите, зачем вам мой возраст? Мне прям интересно, вот честно. Привет из Москвы, какая же вы приятная, спасибо. Так, животных не будет, раз двора не будет. Ну, знаете, если и будет кто-то, но не особо, чтобы ухаживать за ним. Может быть, курочки будут, но для них я отдельное помещение построю. Нет необходимости сейчас в животных у меня, поверьте мне. Для работы по хозяйству вам нужен мужчина. У меня знаете, сколько мужчин на Авито? Мужчина, он появится обязательно, никуда не денется. Ну, рано или поздно будет он. Так, Тамара Рыбникова. Всему свое время, точно. Друзья, будьте добрее, спасибо. Давайте разом выйдем из эфира на минуту, чтобы она обратила внимание. Так я спать пойду, вы чё? Тогда все, я пошла. Я чё? Это ж вам нужно, вам интересно. Посмотрите в блоге. Растерянность. Да что ж такое? Наталья, я просто не вижу даже вопросов. Где вопросы-то? Я из Нижнего Новгорода. Дома такого типа плюс-минус 1 000 000. Да, очень много таких домов. Терраса — это круто, да. Я 30 лет картофель выращиваю. Ни одного колорадского без химии. Вот вы молодец. Только навоз и зола. Молодец. Нина, поделитесь потом в комментариях под моими видео, что именно вы делаете. Там же, наверное, какая-то особая технология. Господи, тут война за подписчиков. Кто-то держит своих подписчиков. Наталья говорила, что купила этот дом в 3 раза дешевле однушки в городе. Да, действительно, это правда. У нас настолько сейчас высокие цены в Нижнем, это просто выше, чем в Москве, мне кажется. Про однушку я говорила не вторичку, а вот именно новостройка. Если взять цену однушки новостройки и цену этого дома, то будет в 3 раза меньше, чем... Ну, этот дом не обошелся в 3 раза меньше, чем однушка в новостройке. Да, это правда. Спасибо, Сергей, примерно хотя бы. Я думаю, что Наталья... Ох ты ж, с какой рост возраста у меня здесь. Делаем ставки, господа. От 27 до 50. Нина Мелешкова, как так нет колорадского трактор навряд ли. А вот мотоблок не помешал бы, не обязательно покупать, можно и в аренду взять. Кстати, да, здесь есть очень много людей с мотоблоками. Смотрю, двор, то есть сарай не показывали. Да, я не показывала сарай и двор, я буду снимать отдельное видео. Дом вроде Наталья говорила 75-го, 76-го года, я уже сказала. Боже мой, какие тут страсти в комментариях. Однушка в Нижнем 3 миллиона. Даже больше, я вам скажу. В новостройке там за 4 есть. Даже там, вы знаете, сколько там, 20 квадратов или 30 с чем-то, с небольшим. 3 более миллиона. Сейчас, наверное, еще больше. Вы
Воплотили мою мечту о своем доме. Очень нравится ваш подход к жизни. Интересно смотреть и слушать вас. Надеюсь, у вас не получится. У вас все получится. Не сдавайтесь перед трудностями. Спасибо. Наташенька, только закончила работу и присоединилась к вам. Подскажите, будет ли возможность посмотреть этот стрим в записи? Да, я надеюсь, что он сохранится. Счастья вам, спасибо и вам тоже. Так. Мотоблок никто в аренду не дает. А я могу заказать. А, Привет из Великого Новгорода. Привет, Сергей, ну тогда. Алена, по себе знаю, садить в машину, объявление в газете и вперед. Да, только так, кстати. Да, действительно, нужно смотреть вживую. Нашли объявление по критериям, которым вам подходит. Там это. Есть, все, едем смотреть. Обязательно, потому что там всплывает столько нюансов. По объявлению ничего не поймешь. Нужно копать под картофель землю и окучивать, только так будет урожай. Уважаемые гости, да что же она вам должна рассказывать? Я подписался. Не место красит человека, а человек место. Точно. Так. Тут кто-то пишет, что много слов, энергии мало. Слушайте, ну у меня энергии столько. Я бы не купила этот дом, если бы у меня энергии не было. И живу я здесь всего лишь 3 месяца, друзья, это учитывайте. Куда слать донат? У меня, кстати, под каждым видео есть номер кошелька Юмани, можете туда присылать. Ирина Малинникова, не пиши за всех, я не уйду. Привет из Германии, Наташенька. Привет, Германия. У того, кто знает технологии, не бывает колорадского жука. Да, Нина. Эта девушка никуда не убежит, у нее характер сильный. Спасибо. Алена, 2 это дорогое. Если есть ресурсы, конечно, поновее. Купите электровелосипед. У меня, слушайте, у меня обычный велик свой, мне его вполне хватает. Зачем мне электро? Мне, кстати, кто-то советовал это, как купить, как называется этот, типа мотоцикл, но не мотоцикл, а такой мопед называется. Вот. Алена, я думаю, что ты определись. Ты говорил, что в Новгородской области, теперь говорите, что вы в Беларусь. Что? Я из Нижегородской области, друзья, Нижегородской. Наташа, скину ссылку, где покупала дымоход чистить. Скину ссылку, где покупала дымоход. Или мне скинуть, или вы скинете. Не совсем поняла. Я покупала, кстати, да, вот эта полежка, которую я на видео показываю, на Вайлдберрис можете набрать полежка для чистки дымоходов. Найдете спокойно. Кто я по гороскопу? Я стрелец. Ну, и какое отношение имеет к дому? Купив дом и участок первый год, надо смотреть и наблюдать за участком. Не надо слишком спешить. Дом в хорошем состоянии, участок прекрасен. Спасибо. Вы действительно правы, да. Я вот 3 месяца всего лишь здесь живу. Я пока особых каких-то таких работ не делала. Но там предыдущие хозяева посадили картошку. Вот мне надо было ее выкопать. Чеснок я выкопала, они тоже посадили. Я так просто пока приглядываюсь. Я планирую на будущий год, просто присматриваюсь, что и как, и планирую, как будет. Даже вот если взять дом даже, знаете, вроде в голове нарисовала себе одно, да, сначала, там это сюда поставлю, здесь то будет, а дом он сам задает, скажем так, приоритеты. И да, я бойлер, кстати, новый поставила. Как приехала, было очень жарко летом, а помыться было негде.
И я прям сразу же бойлер был старый от предыдущих хозяев, а, коротил электричеством, мне пришлось сразу купить. Ну вот знаете, дом действительно, он прям сам говорит за себя, что, ну, в приоритете, что нужно сейчас для него сделать. Хотя в голове одно планируешь, а по факту получается другое. Так же и с участком тоже. Теплый привет из Крыма, привет. Такие все практики собрались. Половина аудитории приветствую. Хорошо сидите, да, хорошо сидим. Смысл какой от электровелосипеда? Не знаю. Здесь просто мне почему электро советуют? Потому что здесь очень большие перепады высот и очень тяжело в горку подниматься. Есть водоем рядом. Да, есть речка, но она очень мелководная. Где-то в 10 километрах отсюда есть очень красивое озеро, в нем можно купаться, но туда надо доехать. Эти работы сожрут кучу средств, конечно. Любое дело требует вложений финансовых и временных в том числе. В дом надо занести все дрова, картофель, кошек и собак. Ну да. Слушайте, я, кстати, вот я не знаю, как живое существо можно оставить на улице, тем более в такую погоду. Я даже вот Васю. Ой, что-то эфир пропал. На секунду выпала я куда-то из эфира. Короче, друзья, напишите, слышно ли меня, видно ли меня, что куда-то эфир пропал, потом переключился. Если на чем я остановилась, я забыла. Ну, короче, жалко мне животных на улице оставлять. А если кто-то постучит сейчас в окно: "Наташа, ведь страшно жить одной". Знаете, ну, страх- это такое относительное понятие. Мне как-то удалось с ним справиться, я не знаю. Как ты смотришь эфир? Поняла, про что здесь? Почему это люди решили, что Наташа расскажет все и вывернется наизнанку? Какие все любопытные. Все им расскажи, открой все секреты и тайны. Ну да, кстати, зачем людям моя личная информация? Ну, то есть, ну, что-то как-то, я не знаю, для чего это люди. Блин, мне вот интересно про дом, про землю, ну, вот это вот. Я никогда не сижу у людей на эфирах, у ютуберов, не спрашиваю, а сколько им лет и сколько у них там жен, мужей, детей. Зачем вот эта информация? Чего это? Почему не просите донатить? У вас хорошее видео, можно немного заработать. Ну, я не знаю, почему не прошу. Я благодарна вам, а вы, если благодарны, вы всегда найдете, чем отблагодарить и как. Под видео вся информация есть. Что такое донат? Кстати, я не знаю, в эфире никогда не делала донаты какие-то там. Колодец, кстати, у нас, да, есть колодец. Здесь говорят, на нашей улице даже, по-моему, есть колодец. Наталья, сколько времени занимает дорога на работу? Я не езжу на работу. Я работаю из дома удаленно. С 9 до 6 просто сижу за компьютером. Вот это вся моя дорога. Без мужчины в доме многие планы будут неосуществимы. Или рукастый мужчина, или куча денег нанимать работников. Ну да, в моем случае это деньги с работниками. Хотя не исключено, что мужчина тоже появится. Мужчина. Мне, кстати, в личные сообщения сейчас столько мужчин пишет. Я, конечно, рада, что вызываю столько внимания, интереса, но мне сейчас, если честно, не до личной жизни. Мне хочется, ну, как это объяснить? Короче, домом мне заниматься хочется, участком, а там как получится. Вам не страшно бывает ночью? Нет. Она чё? Чтобы одиноко потянуть этот дом, финансовые нужды. Ну, финансы, да, нужны, ребятушки, нужно денежки зарабатывать.
Конечно же, нужны, всегда нужны деньги. На стриме Наташа сама по себе, а мы тут сами по себе тусуемся. О боже! Расскажите, пожалуйста, о ваших парнях. Рассказала. Если с Вайлдберриса возят, то никакая это не глушь, как многие пишут. Есть места, куда вообще никто ничего не возит, самим далеко ехать. Ну да. Кстати, вот почему-то все решили, что это глушь. Вот когда я заехала в дом, там даже мои родственники, да, когда я рассказала, что я уезжаю там в деревню, там друзья, близкие, я говорю, они сразу все подумали, что я еду в какую-то глушь, в лес. Вот. Но я дама-то продуманная, понимаете, у меня же голова своя на плечах есть. И, конечно же, я все продумала, как я рассчитывала на себя, понимаете, поскольку я одна, я рассчитывала только на себя. И, конечно же, я учитывала какие-то нюансы, где, что, как. Вот поэтому все нормально. И я нигде не говорила, что я еду в какую-то глушь или еще что-то. Почему-то у всех сразу стереотипическое мышление такое, стереотип, что деревня — это глушь. Но нет, не все деревни — это глушь. Работает дома, какая дорога, да, действительно. Мне тоже интересно, насколько Наталью хватит, когда ей это надоест. И уже 2 часа не надоедает. Работа у нее есть, где жить есть. А вот когда заскучает, посмотрим. Слушайте, о какой скуке речь? Вы чё? Я даже не успеваю. У меня так время быстро здесь летит. Я только успеваю, за одно схвачусь, что-то сделаю, второе надо делать, за третье схвачусь, и это надо делать. Еще и поработать надо, и видео записать, и когда тут скучать? Мне даже книжку некогда почитать, друзья. Какая скука. Так, что будете делать с котятами? Буду раздавать. Если никто не возьмет, оставлю себе. А что это здесь в новом формате? Не вижу, где лайк ставить. Я тоже, кстати, не понимаю еще, что здесь. А, Про водоем сказала. Короче, у вас там куча проблем, на решение которых требуется уйма финансов. Ну, естественно. А вы думали, в сказку попали? Конечно, деньги нужны всегда. Единственное, что я выбрала именно такой дом, именно такой участок, который вот на первое время, даже вот в таком состоянии, мне комфортно в нем здесь проживать, понимаете? Я не рассчитывала на то, что я куда-то там буду в город ездить, у меня в городе нет своего собственного жилья, поэтому я рассчитывала только на себя, опять же. Какой-то картофельный форм. Мгм. Купите тачку. У меня есть тачка. Я уже купила. Наташа, отвечайте коротко на вопросы, не углубляйтесь, чтобы больше ответить. Народ, поймите, Наташа первый раз ведет стрим, будьте терпимее. Кстати, не первый раз стрим веду, у меня есть еще один YouTube-канал, более философский, скажем так, и там я тоже стримы проводила. Просто на такую широкую аудиторию я, конечно, в первый раз. Это да, а так. Кстати, приложение всегда обновляется. YouTube все время какие-то нововведения у него, поэтому не всегда понятно, что здесь и как. Здесь его не продать. О, Буся родила, долго еще мне смотреть. Я недавно начала смотреть. А Буся уже мама. Как теперь будете раздавать котят? Ну вот как, буду в видео рассказывать, кому нужны котята. Вот так. У меня подруга уже захотела котенка. Дрова березы быстро сгорает, надолго не хватит. Не знаю, посмотрим. А, Так, Натали, ты молодец. Я тоже живу в деревне, делаю ремонт сама. Не бойся, экспериментируй, и все у тебя получится. Привет из Беларуси. Спасибо, Елена. И вам тоже всего доброго, хорошего, чтобы у вас все ладилось и спорилось. Что будете делать, что будете вязать зимними вечерами?
Ой, я даже не знаю, будет ли у меня время на вязание, если честно, но вязать я люблю, да. Может быть, теплые вещи какие-то, свитера, может быть. Такие, знаете, которые быстро вязать крупными спицами. Пледы, кстати. Да, нужно теплый шерстяной плед связать. Вот это было бы круто. О, хорошо, вы мне сейчас напомнили, идею прям дали. Буду плед вязать теплый точно. Но если время, конечно, будет, а его сейчас все меньше и меньше, особенно учитывая последние обстоятельства, текущие обстоятельства. Шторы срочно. Шторы. М. Шторы, да, я в спальню хочу купить. На Вайлдберрис, кстати. Ставим лайки. Мама близко ли от вас живет? Она живет в Нижнем Новгороде. Зачем вам возраст? Посмотрите, умница, все умеет сама. Да, кстати, вот почему люди судят по возрасту? Мне не совсем понятно, потому что возраст — это понятие очень относительное, да, как в психологическом, так и в физиологическом плане. И все относительно. Дом и огород очень огромные. Да, я такое хотела. А мне просто интересно ее слушать. Я не очень жду ответы на вопросы. Я читаю комменты и слушаю. Народ, деньги есть, покупайте получше, дороже. Нет, покупайте, какой понравится, да. Наташа, планы у тебя правильные. Желаю всего самого доброго, удачи и здоровья, Божьей помощи. Благодарю, Надежда, вам тоже. Всего хорошего. Народ, будьте терпимы, Наташа все по существу говорит. Ну да, я отвечаю все, что спрашиваете. По крайней мере, с того момента, как я начала смотреть комментарии. Почитайте, никаких обработок картофеля. Так, споры про картофель. Сейчас цены в деревнях свалились вниз. Кстати, да, стоимость жилья вот такого очень, очень выгодно стало, если сравнивать с городом. По сравнению с тем, что было 10 лет назад. Предложение моря, что участок, что с домами. Да, действительно. Мониторьте Авито, друзья. Авито. Какие там еще сервисы-то есть? Я Авито мониторила. Дрова должны минимум год подсыхать, а потом их можно топить. Ну, смотрите, я сюда приехала в июле месяце. Если бы я, конечно, с весны здесь жила, я, конечно, бы летом, весной бы заказала дрова, и, конечно же, бы они успели у меня подсохнуть. Но поскольку я заехала в середине июля только, дрова мне удалось заказать только в начале августа. Ну вот те, которые августовские, мы все сложили во двор, вот с мамой, с племянником таскали. А во дворе там, кстати, мне их привезли уже, ну, такими влажноватыми, и мы сложили во двор. А во дворе тоже влажно. Там они не просыхают. Двор закрытый, нету, не проветривается, короче, он там. Гораздо выгоднее мне дрова держать в доме, они здесь хотя бы просыхают. У меня дом протапливается, они прям сохнут хорошо. Бесят, прячет своих котят в темное место, подальше от глаз. У меня 2 кошки, да. Сейчас буду из-под кровати доставать, кстати. Они, бедненькие, там замерзнут. Господи, тут кто-то. Здравствуйте, гирлянда, огонь в печи, очень красиво. Здравствуйте. Не придумывайте про мужчин, девушка умная, сама решит, совсем разберется, если появится. Да, конечно. Со своей личной жизнью я сама разберусь. Зачем вам это? Вы занимаетесь своими делами, интересуйтесь жизнью вокруг, собой занимаетесь. Зачем вам чужая жизнь, друзья, правда? Кто я по профессии, уже ответила. Смотрите запись эфира. Вы молодец. Напишите, кто боится ночевать один в доме. Один дома. Нельзя гороскоп говорить. Почему нельзя? Что тут такого? Я, кстати, в гороскопы не верю. Мама лучше знает, куда тащить котят.
Ну, у меня Буся, она такая, блин, немножко, ну, того, дурочка она вообще сумасшедшая. Она, кстати, когда рожала, чуть первого котенка не сожрала. Я прям у нее отняла, из зубов вытащила. Дров вам хватит до лета? Не уверена, Елена. Скорее всего, буду весной еще заказывать. Я думаю, мне хватит на... Сейчас у нас октябрь, да, конец октября получается. На ноябрь, на декабрь, на январь точно мне их хватит. А вот февраль, март, апрель, наверное, придется заказывать еще. Дама, я в самом соку пишите, отвечу. У вас прекрасное место и церковь рядом. Какая природа. Будьте счастливы. Благодарю вас. Буся, привет. Дров вам хватит до лета. Так как Василиса. Василиса, теперь Василисыч, Вася. Он у меня обустроился возле печки маленькой. Я там поставила кресло. Он спит там, возле печи на кресле. У него свое место теперь есть. Очень понимаю вас, с удовольствием смотрю ваши видео. Спасибо, успехов в будущем. Благодарю. У людей паранормально-маниакальные идеи по возрасту идти не дома точно. Откуда вы родом? Где закончили школу? Откуда переехали в этот дом? Родом я из Краснодарского края. Родилась в городе Таганрог. До 5 лет жила там с бабушкой в Ейском районе Краснодарского края. Вот. Кто оттуда, кстати, вдруг, может быть, привет, земляки. Школу я закончила здесь, в Нижнем Новгороде. И переехала я отсюда, с Автозаводского, ну, из Нижнего Новгорода сюда приехала. С Автозаводского, на автозаводе, короче, жила. Гороскоп о многом может сказать. О чем он может сказать, друзья? У нас в области, в Шуйском районе тоже можно дом купить от 500 и выше. Друзья, да, сейчас такой выбор домов и такой разброс цен. И цены настолько неоднозначные, я вам скажу. Может быть, какая-нибудь фигня продаваться за бешеные деньги, а может быть, хороший дом за вполне приемлемую цену. Поэтому мониторьте Авито обязательно. Заметил шрам на левой руке. Что произошло, если не больно об этом вспоминать? Это перелом. В 2011 году я сломала руку. Гуляла рядом с домом с собакой. Ну, в городе, я имею в виду. Было очень скользко, сверху припорошил снежок, и я неудачно упала так, что она у меня вот перелом на обеих костях со смещением. А потом я проходила год с пластинами. Был неопытный хирург, мне поставили пластины, огромные шурупы, короче, винтили в мои тонкие косточки, и они не срослись. И через год, когда сняли эти пластины, оказалось, что кости не срослись. И опять я упала, опять сломала, и опять второй раз. Ну, короче, у меня было 3 операции на руку, на эту. Но сейчас, слава богу, все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас у меня там стоят титановые пластины. Последнюю операцию делал очень хороший хирург. Благодарность ему огромная, из 33-й больницы. Здравствуйте, кто вы по профессии? Психолог я. Психолог, преподаватель йоги, по роду деятельности на текущий момент контент-менеджер. Друзья, мы в эфире уже 2 с лишним часа. Я не уверена, что столько выдержу еще. Давайте еще минуток 15, да, и будем заканчивать. Котят на Авито посоветую. Мне бы мужчину одной в доме страшновато. Кстати, у меня тоже долго очень было такое убеждение, что ли, по поводу мужчины, то, что если я одна, то как я куплю дом, уеду одна, я же не могу одна. Вот у меня был такой страх, что я без мужчины не смогу. Но знаете, один человек
сделал все так, что я смогла и без мужчины. То есть и за это ему большая благодарность. Он так себя повел нехорошо, что я поняла, что могу справиться вполне сама. Вот. И за это ему огромная благодарность. Откуда такой большой шрам на руке? Рассказала. Привет из Карелии. На кого учились? Сказала. Какие планы развития вашего хозяйства? Ну, более-менее рассказала. Люди, соблюдайте личные границы. Это неэтично. Спрашивать о возрасте, остальные личный вопрос. Нина Мелешкова. Я более 30 лет сажаю картофель. Споры про картофель. Контент-менеджер. Можно найти хороших хозяев. Да, кстати. Сколько лет решались на переезд? Слушайте, по поводу хозяев, вот тоже интересная тема. Я помимо того, что когда искала дом, да, я рассказала, как искала, на что обращала внимание, прислушивалась к себе. Я также смотрела на людей, которые продают дом. Это настолько интересно, друзья. Это тоже может о многом рассказать, какие люди раньше жили в доме, какие они вообще, и энергетика атмосферы дома соответствующая. Тоже вот я обращала внимание на хозяев, как они общаются, как разговаривают, как себя ведут. Это тоже о многом, кстати, говорит. Поэтому, когда вы покупаете недвижимость, обращайте внимание на хозяев тоже. Хорошие хозяева, хорошее жилье будет. Сколько лет решались на переезд? Ну, знаете, сначала у меня вопрос стоял, скажем так. Вообще изначально я как и все, да, планировала квартиру, но я смотрела на цены, на вот эти ипотечные платежи огромные. И я понимала, что, блин, ну это такая кабала, Господи, избави от меня. А потом я стала смотреть все больше и больше, кстати, YouTube мне стал выдавать в рекомендациях людей, которые покупали свои дома, уезжали в область, в деревню жить. И поняла, что это вполне реально. Я нашла очень много, кстати, одиноких девушек, очень много на Ютубе, которые живут в деревне и обустраивают свой дом и участок. И вот когда я увидела там пару блогеров, девчонок, которые сами самостоятельно обустраивали свое жилье и жизнь в доме, в деревне, я поняла, что они смогли, а я-то что не смогу. Вот. И тогда у меня уже появилась больше уверенности, скажем так. И как раз так все сложилось, что я продала свою долю квартиры, и все, и вот я здесь. Василиса оказалась Василием, да. А кому какая разница, сколько ей лет? Наталья, главное, чтобы тебе было хорошо, правильно? Главное состояние. Кому надо что-то узнать о вас без труда, можно сделать. Мгм. Хоть вы и не отвечаете на вопросы. Вы знаете, кто-то узнает, но не всегда достоверную информацию. Да, знаете, лучше лично от меня узнать, но я скажу так, что на личное оно на то и личное, что не публичное, не для всех, не всем. Ну для чего вот личная жизнь людей? Не понимаю. Наташа, коротко, ответы дальше. Зачем с возрастом пристаете? Привет из солнечной Мордовии. Посоветуй завести гусей. Очень любит травку и очень вкусные. С гусями очень много, наверное, ухаживать нужно. Вы мылитесь с покупкой, сейчас газ везде ведут, подорожает в раз. Да, кстати, очень торопитесь, да, цены растут. У кого есть возможность сейчас купить дом, обязательно ищите и покупайте как можно скорее. Согласны ли, что после удаленки не хочется ходить на работу? Да, конечно, само собой, без вопросов. Я уже сколько, с какого вот на удаленке-то сижу?
С 2021 2021 в августе я устроилась, и вот по сей день, ну, почти 3 года получается, да. Привет из Дзержинска, привет. Как далеко от города находится ваш поселок? Больше 100 километров от Нижнего Новгорода. Согласны ли, что после удаленки не хочется ходить? Да. А мне нравится, что человек рассказывает не в формате блиц-опроса, а подробно. У девушки и видео такие же плавность настроения. Да, я, кстати, не могу быстро говорить, у меня почему-то медленно получается, но я рада, что вам нравится. Да. Странно, что на эфире внезапно ждут другого подхода. Мгм. Согласны? Так, это тот же вопрос. А чего возраст свой стесняться? Я не стесняюсь своего возраста, а я просто берегу свои границы личные, понимаете? Люди разные. Я видела в комментариях очень неадекватные люди, очень. И, знаете, личную информацию лучше не распространять, тем более на такую широкую аудиторию. Может быть, вы сейчас, ну, не понимаете меня, а если у вас когда-нибудь будет тоже такое же большое количество подписчиков, вы меня поймете, потому что и в личку всякие пишут, и в комментариях, и кого только нет в этой жизни, поверьте мне, поэтому себя лучше беречь, свою личную информацию. Но я так скажу, даже если кто-то узнал что-то обо мне, это нисколько меня не уязвит как-то, скажем так. И я могу, скажем так, дать, как-то уберечь себя, да. Смогу дать ответ такому человеку. Так, кто-то тут пишет, согласна ли, что после да что такое? Один тоже вопрос. Бусь очень нарядная кошка, да. Согласна ли? Согласна ли? Согласна, согласна. Рыбалка на Урале, зачем вам учиться? Чего? Это кому-то, видимо, отвечает. Делайте дальше ваш мартышкин труд, окучивайте, убивайте жуков. Какой такой, что здесь? Очень рада видеть вас, смотрю с самого начала. Спасибо, очень вдохновляет. Для собаки вольер, да, точно, вольер. Но это опять же, это же нужный уход. Вы слишком закрытый, интроверт. Такое блогерство не ваше, много энергии. Но энергии забирает много, да. А, я какая есть, друзья. Вы можете с этим мириться, не мириться. Вам может это нравится, не нравится. Я такая, какая есть. И с этим ничего не поделать. Как могу, так и веду эфир. Будет ли это видеозапись? Я думаю, что, надеюсь, что сохранится. Спрашиваю второй раз, понимаю. Так, пора гостевой дом строить. В планах, кстати, у меня есть такое, да. Я сейчас в поиске дома. Один из критериев присутствия водоема. Вот вы молодец, уже видите, у вас уже есть какая-то наметка. И вот так вот, чем больше вы будете смотреть домов, тем больше будете понимать, какие еще нужны особенности, да, при поиске. Вот съездила на один дом, посмотрела, да, обязательно водоем. Съездила на другой дом, посмотрела, да, вот нужно там вот обязательно, чтобы вот здесь вот так было. И так вот по мере осмотра вы все больше и больше понимаете, что точно вам нужно. И в итоге такой дом находится. Не надо, гостей отбоя не будет. За это время на все, да. У вас дом большой, для собаки место найдётся. Слушайте, а как моя собака будет уживаться с кошками? Вот вопрос. У вас снег уже выпал? Да, снег выпал уже. Ты поехала, чтобы побыть одной.
Ну, в каком-то, может быть, смысле, да. Ну, блин, на самом деле я просто искала, где я буду жить, где мне будет комфортно. А так в одиночестве ничего такого нет, оно мне даже очень нравится. В свободе, свобода я это называю, свобода быть наедине это, знаете, для кого-то это даже роскошь, побыть наедине с самой собой. Это ж так кайфово, вы чё. Покупайте дешевый дом, прописывайте пенсионера, газ по субсидии проведут, пенсы домой строить новый. Все отлично. Я уже зеваю, друзья. Время тоже сколько? 21. Сколько времени, кстати, блин? Ой, уже почти полночь. Офигеть. Так. Ай, я, ребятки, подустала. Очень много вопросов. Выживет Наташа. Тем более, что газ к дому ведут. Мне 63, я одна справляюсь. Вы молодец просто. Будете ли стерилизовать кошек? Вот, кстати, про кошек. Блин, все почему-то говорят, что у меня все кошки не стерилизованы. Откуда вы все это взяли? У меня Вася кастрированный, Триша стерилизованная. Мне подруга уже ее отдала стерилизованный. Только Буся. Буся, я когда ее подобрала, я ее, кстати, нашла на улице в городе возле своего дома. Был уже ноябрь, снег, она замерзала, чуть под машину не попала, дурочка. Я ее схватила и домой занесла. Так она, когда ее подобрала, она была подростком, совсем молоденькая еще. Вот. И по мере того, как она росла, я специально не хотела ее стерилизовать. Я хотела, чтобы она хотя бы один раз родила. Вот у нее были первые роды, и уже вот после этого я буду ее стерилизовать. То есть вот сейчас она кормит котяток, сколько, месяца 2 она их будет кормить. Когда они уже подрастут, будут самостоятельно кушать, я ее повезу на стерилизацию, конечно же. Женихи Наташи приедут. Вот. Женихи вот интересуются возрастом. Ох уж эти женихи. Как часто планируете выпускать ролики на YouTube? О, хороший какой вопрос. Слушайте, я вообще настолько загорелась, мне хотелось бы, конечно, каждый день, но чисто физически я не успеваю. Раз в неделю точно, но постараюсь 2 раза в неделю. Вот, постараюсь, конечно, но не обещаю. Раз в неделю точно, по выходным, скорее всего, монтировать буду и выпускать. Я сейчас просто переносила с Яндекс.Дзена, у меня там накопилось сколько, видюшек 10 где-то, и поэтому получалось, что они выходили практически каждый день. Я их переносила. Вот, а сейчас вот буду монтировать каждую неделю, потому что очень много работы. То есть, получается, я с 9 до 6 сижу, работаю, да, и потом вечером мне что-то нужно по дому поделать, приготовить. Утром я растапливаю печь сейчас, вот холодный период, да, до работы мне нужно успеть согреть дом. Ну, в общем, как будет время хватать, смотрите. Это просто знакомство с вами. Что здесь такого, если вы вот не просто, не просто, всё не так просто. Вы видите, сколько мне примерно лет, вам должно быть этого достаточно. Зачем вам подробности? По гороскопу поймем, кому везет в этом году, и попытаемся прыгнуть в последний вагон. Удачи. Привет из Башкирии. Тоже мечтаю жить в деревне на свежем воздухе. Очень рад за вас. Лучше купить скребок для уборки снега. Не знаю, пока у меня лопата. Посмотрим, может быть, что-то еще приобрету. Наташа, на какие критерии брать внимание при покупке дома, уже рассказывала. Привет, Санапа, привет. Ценой интересуется, потому что хотят купить дом. Слушайте, если бы хотели купить мой дом, я бы сказала конкретную цену. Вот это был бы разумный, адекватный вопрос.
А если вы хотите какой-то абстрактно другой дом покупать, друзья, камон, ну, нужно у хозяев, которые продают этот дом, спрашивать цену, но точно не у меня. По моей цене, цене моего дома вы себе ну, дом не купите. Все очень индивидуально, все очень относительно. В Google есть карты зверей и птиц, пресмыкающихся на определенной территории. Кошек обработать от блох и глистов. Я, кстати, обрабатываю их. Есть у них капельки. Люди боятся, людей нужно бояться, а не животных, точно. Привет, Сана. Поставь, Наталья, камеры, безопасность прежде всего. Камеры стоят. Вообще шок. Десятки. Что такое? Кнопка есть. Чего? Образование на общение с людьми, а по сути интроверт. Но, знаете, я общаюсь очень избирательно, скажем так. Я не пускаю лишних людей в свое пространство. И мне кажется, это вполне разумно и правильно. Наташа, вы, наверное, по гороскопу Козерог. Нет, я Стрелец. Спасибо, даже и не знала об этом. Угу. У нас гадюк полно, Владимирская область. Возраст Наталья озвучит в конце стрима, ждите. Уже 2,5 часа сижу, друзья. Так. По гвоздям ходишь? Нет, не пробовала, кстати. Точнее, пробовала вставать на гвозди, но не смогла. Имейте терпение, человек хочет. Наверное, комментарий еще начало эфира. Наташа, вы молодец, благодарю. Народ, не лезьте с своими советами. Что за тестовые вопросы? Согласны, не согласны? Устанет. Так. Хатха-йога, да. Классическая хатха-йога я училась. Я не была замужем. Я думаю, что настанут холода, и вы поедете в город. Если было куда ехать, но мне некуда ехать. У меня выбора нет. Стрельникова, ты еще не спишь. Что? Кто тут между собой, кто-то переписывается. А есть увлечение, хобби, кстати, есть. Да, увлечение, хобби есть. Я увлекаюсь йогой, рисованием, вязанием, картами Таро, психотерапией увлекаюсь. Кстати, у меня есть дзен-канал и YouTube-канал с раскладами на Таро, психотерапевтическими, не прогностическими, а психотерапевтическими. Вот, хобби. Мечта, конечно, есть, но я о ней не буду рассказывать сейчас. Одна моя исполнилась, а я рассказываю только о тех мечтах, которые исполняются. Вот, согласны ли, чтобы так? Да, сообщайте дату создания ролика, чтобы было понятно. Сегодня какое число, друзья? Сегодня 26 октября, по-моему, да. 26 октября 2023 года. Так, я Стрелец, друзья, согласны? Так, слушайте, ой, я уже замерзла. Уже сидеть, спать хочу, друзья. Чеснок посадила уже, да. Какие у меня любимые книги? Кстати, очень нравятся книги Владимира Мегре, Анастасия, вот «Звенящие кедры России», все перечитала. Также мне нравятся книги Аркадия Петрова «Сотворение мира». У Григория Петровича Гробового много интересных книг. Ну, это те, которые я вспомнила. Про дрова уже говорила. У меня уже язык заплетается. 2,5 часа.
По-прежнему на эфире больше 1000 человек. Друзья, вы хотите вообще спать? Вы вообще спите? Кошку у меня только одна не стерилизована. Ее буду стерилизовать после того, как она покормит котят. На Любовь Успенскую, боже. Друг есть, надо деток. Что вы? Благодарю за счастье. Кошка на печке лазит, да, она любит. Приветствую Словению, Испанию, Германию, Казахстан, Крым, Донецк. Привет. Ой, друзья, слушайте, так много вас, но я вижу, что самые такие основные вопросы я ответила. А, Блин, слушайте, вот я надеюсь, что запись вот этих комментариев, она сохранится, я их потом почитаю, может быть, на основе их сделаю видео. Не смогу все перечитать. Ой, как много, ёлка-бабай, как много вас. Давайте отпустим. Спокойной ночи. Да, друзья, давайте спать ложиться уже. Мне завтра еще на работу вставать, вообще я в 6 утра встаю, чтобы печь растопить. Да, давайте ложиться спать. Я попозже почитаю комментарии, которые вы здесь написали, на которые не успела ответить. Благодарю вас всех за внимание. Я очень рада, что вы подписаны на меня и разделяете мои радости, ценности, за то, что уделяете мне внимание. Благодарю вас. Желаю всем счастья, добра, мира и доброй ночи. Все, я пойду уже спать. Пока-пока. Так, как тут выключать-то? Окей.